призывали как бы сегодня для того, чтобы провести дискуссию, поговорить на сложную тему. Всех приветствую. Сегодня, так как у нас здесь есть и чеченцы, мы, иншаллах, будем говорить на русском языке. И теперь я уже предоставлю слово нашим братьям, которые ведут. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Братья Абу Омар и другие наши братья, хочу вас поприветствовать. Спасибо, что приняли приглашение и заявили участие в этом. Джавлат, я слово передаю тебе. Бисмилlah. Абу Халид, я сейчас до сих пор я не доехал, я в дороге, мне нужно где-нибудь остановиться или как-то сосредоточиться. Ты давай пока тему раскрой, которую мы сегодня будем говорить, пока вводную речь проведи, а потом мы уже начнем, иншаллах. Хорошо, Жамбулат, мы будем тебя ждать. Я зачитаю тему нашего сегодняшнего эфира, иншаллах. Позиции движения «Единая сила» на призыв к объединению Абу Омара, Сосветлинского и Белокиева ислама. Также был приглашен Сайтмагат Хачукаев по поводу его последних высказываний, где он, если он зайдет поподробнее, раскроем тему, будем задавать ему вопросы. Но это после того, как мы обсудим тему, заявленную Абу Омаром и Белокиевым ислама. Иншаллах. Еще приглашены были админы канала НИСО, также и других руководителей движений, и активистов, блогеров, и других слушателей. Иншаллах, я хочу предоставить слово нашему дорогому гостю и брату Абу Омару Светлинскому. Абу Омар, баракаллаху фик, что принял приглашение. Иншаллах, наша сегодняшняя встреча будет плодотворной, и придем, иншаллах, к какому-то единому знаменателю. Иншаллах, выясним, будем обсуждать, иншаллах, вопросы, касающие объединения и другие вопросы, если у нас будет время. Абу Омар, бисмилля, слово тебе предоставляется. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Все, кто нас слышат, братья, рад вас всех приветствовать. Мой посыл, который был ранее сделан, мы до этого с исламом вместе разговаривали, и на самом деле это посыл и то, к чему я призываю ислам и другие братья, это то, что Аллах в Коране нас призывает. Мы ничего не можем нового придумывать, так как мы являемся мусульманами. И Коран, и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, являются для нас самыми авторитетными источниками и руководством для жизни, для богобоязненных людей, конечно. И Аллах в Коране сказал: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан, ва ла тафарраку». Держитесь за веру Аллаха крепко, то есть за книгу Аллаха, и не разделяйтесь. То есть мы должны вокруг религии Аллаха, вокруг закона Аллаха объединяться. Это приказ Аллаха. В другом аяте, даже мы хотим, чтобы у нас на Кавказе было свободно, и мы жили по своим законам.
Аллах сказал секрет успеха в чем? Аллах сказал: «Валя таназау фатафшалу». Не спорьте, не препирайте между собой, а не то потерпите неудачу. То есть, соответственно, если мы будем объединены, то мы будем успешны в своих делах и достигнем той цели, которую мы поставили. То есть, хотите успеха, хотите быть свободными, подняты головами, ходить на своей земле, жить по своим традициям и законам, говорить на своем языке, сохранить свою ментальность, будьте вместе. Будете разделяться, спорить, вы потерпите неудачу. Это аят в Коране. И это законы Аллаха. И они не меняются. Как только мы объединены, у нас успех. Как только мы разделяемся, как в хадисе пришло, поистине шайтан, как и волк, шайтан одного не оставляет. От двух она дальше, а если трое джамаат, то он держится подальше от нас. И поистине волк нападает из барана тот, кто отделился. Когда мы вместе, он не может напасть. Поэтому нам нужно быть вместе. И мы, мусульмане, братья. И в конечном итоге то, что происходит сейчас, эта война, может дать нам шанс и возможность жить на своей земле, как все нормальные люди живут, нации в разных странах, в своем государстве, по своим законам. И чтобы мы процветали, продвигались, не были под кахром, то есть над зульмом, который делает правители на Кавказе. И такое есть высказывание ученого, когда монголо-татары напали на халифат, они в Багдаде, в окрестностях ни одну целомудренную девушку не оставили, всех изнасиловали. И в этот момент говорить о благонравии, о нравственности и так далее, это было бессмысленно. Когда наших сестер насилуют, говорит о нравственности, высоких ценностях, нам надо сперва этого врага убрать, очистить наши земли, а потом будем разговаривать, какие мы должны быть идеальные, благонравные, безошибочные и так далее. Есть вопрос приоритетов. Что важнее сейчас? В данный момент я вижу, вот я беседую с разными, и Аллах свидетель, я ровно отдален от всех. Все, кто на пути Аллаха работают и не искренне, я их поддерживаю. Те, кто не на пути Аллаха, у них цели не довольство Аллаха, не возвещение слова Аллаха, я не могу его поддерживать, потому что я мусульманин, и у меня это цель. Я сейчас вижу, у нас 2-3 проблемы. Большинство людей, активных людей, те, кто были активными, они или расслабились, поехал в Европу, там хорошие условия жизни, хорошие времена, делают слабых мужчин. И их дети тоже будут слабыми мужчинами, потому что они выросли в хороших условиях. Они расслабились и не хотят ничего делать. И так как они не хотят ничего делать, любая инициатива, что-то делать и ставить свою шкуру на кон, рисковать ради Аллаха, они будут это банить. Не получится, это не надо, зачем, так же все хорошо. Будут критиковать сам проект, чтобы не участвовать в нем. Вторая категория, которые, может быть, не расслабились, и у них есть намерение на пути Аллаха вступить, но они застряли в каких-то проектах политических. Кто-то фанат Ичкерии, в том варианте, который в начале было. Кто-то фанатеет от Эмирата, хотя его нету, этого проекта, но они до сих пор там в прошлом живут. А кто-то еще то же самое в ИГИЛе. Это кавказцы и во всем мире, в принципе, Турки и разные нации. ИГИЛ – это международный проект, а кавказский проект разделены на все 3 части. Те, кто симпатизирует ИГИЛ, до сих пор они есть среди нас. И она не существует, но они уже там где-то виртуально живут. Как и эмиратовцы живут виртуально в прошлом в этом Эмирате, хотя ее нет уже. И то же самое проблема с ичкерийцами. То есть некоторые ичкерийцы есть, которые за шариат, есть, которые за демократию и так далее. Мы все застряли в прошлом, и до сих пор фанаты прошлых военно-политических движений, хотя мы должны были из этих проектов сделать выводы, извлечь уроки, сделать так, чтобы мы те ошибки не повторяли. Мы знаем, что так не работает. Теперь, что у нас есть на сегодняшний день? Какое-то есть признание Ичкерии или там Конституции, которая была на шариате, или которые не доделали и так далее. Не зацикливаться на этих вещах.
смотреть, что наших сестер до сих пор похищают. Любого человека, жена, сестра, кто-то понравится, а кто-то вообще, может быть, не понравится, ни один человек там не может их остановить. Они могут забрать, захотят, изнасилуют, хотят, скажут, разведись, сами поженятся, могут без женитьбы тоже. И в этих условиях говорить о прошлых каких-то вещах, говорить о каком-то ты так сказал, ты не такой идеальный, мы не будем объединяться, потому что вот этот человек там, вот этот человек не здесь. Я не знаю, это мы должны, наверное, повзрослее, более зрелый взгляд на эту ситуацию сделать. Нету ни одного человека, если говорить конкретно о Чечне, так как чеченский народ пострадал очень сильно. То есть за 100 лет они пережили и переселение, в котором умерли очень много людей, и пострадали очень много людей. Первую войну, которую разбомбили всю Чечню, и опять беженцы, опять огромные потери. И вторая война. Примерно четверть и треть части людей пострадали. Умерли, еще сколько им беженцев, сколько разбросано по миру. В этих условиях мы говорим, я не знаю, мы не можем даже просто против общего врага не объединиться, не забыть прошлые обиды, не простить друг друга, даже убийцу прощают ради Аллаха. Никто ничего не прощает, все друг другу швыряет в лицо. Вот ты раньше там где-то сказал, люди за одну ночь может к утру уже покаяться. Если он на самом деле мусульманин, Аллах может его простить. У нас не такая ситуация, чтобы мы вот так капризничали. Когда ты сытый, когда у тебя все нормально, ты можешь выбирать еду. Вот это я хочу кушать, вот это не хочу кушать, вот это мне аппетита нет. Когда ты голодный, и ты скитаешься столько лет, не можешь вернуться домой, у тебя много выбора и нет, чтобы ты так капризничал. Ты должен взять любую там возможность держаться за нее и достичь свободы, и убрать этот зулм, который над вами, и который над нами. Просто наши ингуши и дагестанцы меньше пострадали. И у нас ситуация полегче хотя бы, намного легче, может быть, даже. Потому что некоторых братьев и матерей забирают и сажают, как мы видим. И там вообще нет ограничений. Это ни совести, ни чести, ни закона, ни ислама. Там вообще там никаких ограничений нет. Это просто это животные, сказать, это просто даже оскорблю животных. В этих условиях, когда вы принципиально, каждый цепляется за свой проект, каждый цепляется за какие-то прошлые там поступки, братья, валлахи, надо это преодолеть. Нам надо повзрослеть. Нам надо зрело смотреть на вещи. Не фанатеть от прошлых вещей. Не держаться за сегодняшние принципы. Просто ради Аллаха оставить. Аллах приказал нам объединяться вокруг книги Аллаха. Вы, если верите в Аллаха, боитесь Аллаха, вы же к Аллаху вернетесь. Клянусь Аллахом, этот народ, он изменчив. Он завтра может тебе за то, что ты это делал, поблагодарить, и ты, может, уйдешь в историю, а может просто тебя камнями обкидать, потому что что-то не так пошло. На самом деле чеченский народ сейчас в данном этапе, он устал от войны, устал от постоянных репрессий. И если вы не будете предлагать что-то ясное, четкое, которое большинство людей будет поддерживать, и не будете вместе держаться, у вас ничего не получится. Потому что опять людей затянут в войну, люди не захотят. Опять цели, которые будут мрачные, которые непонятные, туда никто не пойдет. Я как говорил в том эфире тоже. Молодежь, мусульмане, чеченцев, среди чеченцев очень много молодежи, мусульмане, которые ревностны к своей религии, готовы жизнь за этого отдавать. Они были и всегда есть тоже, альхамдулилля. Но они не будут отдавать свои души ради демократии. Валлахи, билляхи, талани, найдите таких идиотов. Где вы найдете таких дураков, которые ради демократии умирать будут? А Россия так свободно вам территорию не отдаст. Они говорят, мы воевали, чтобы завоевать вас. Так без боя не отдадим. И даже самые либеральные либерасты, которые говорят, мы оппозиция Путину, и он Путин тиран, они сами говорят, мы с войной к вам придем. Тот же Ходорковский, тот же Навальный, какая разница, кто бы там из оппозиции не был, никто не собирается нам добровольно отдать свободу. Мы не хотим встречи с врагом, мы не хотим войны, но если мы встретимся с врагом, мы должны быть стойкими. Стойкими нас делает только Всевышний Аллах, поминание Аллаха, упование на Аллаха. И цель, довольство Аллаха, она нас побуждает, мотивирует. Все остальное, это вот
Мы мусульмане, мы чтим законы Аллаха, мы читаем намаз. У нас, допустим, есть, вот я могу сказать, вот, бывают разные модели машины. Вот у нас есть Mercedes машина, есть Ford машина американская. У нас в Форде будет все от Форда, но мотор будет от Мерседеса. У нас есть несколько режимов. Вот, демократия есть, коммунизм есть, пусть исламский строй, шариат есть. Мы мусульмане, но закон будет не мусульманский. Как это вообще? Неужели у Форда своих моторов нет, кроме как у Мерседеса? У нас свой есть закон, мусульман, свои традиции есть, свои имена есть, своя культура есть, своя история есть. Мы не должны у кого-то брать какой-то другой чужой режим. В то же время мы понимаем, что есть международное право, что происходит в мире. Слишком там лес вышел, я там лес халифат объявляю, это не работает. Так нельзя делать. То есть, даже если ты хочешь мусульманский закон, нужно уметь договариваться, встречи делать, где-то компромиссы делать, наступки идти. Это очень важно. И то, что сейчас делает Джамбулат, наверное, Закаев, это именно такие попытки. Но если это все попытки встречи не для того, чтобы установить закон Аллаха на наших землях, это все будет тщетно. Потому что, как Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, говорил, он, прежде чем отправить войско, сказал: бойтесь Аллаха и не грешите. Если вы будете грешить, Аллах вам не поможет. А если Аллах вам не поможет, то есть ваши грехи, вот ваших врагов грехи, вот вы один уровень упадете. Если вы будете с ним сравняетесь в этом, то, что Аллах им не поможет и вам не поможет, их сила больше, они победят вас. Сила России над Кавказом намного больше в физическом и в таком плане, то есть в военном плане. Но если будет Аллах нам помогать, Аллах может, как битва при Рве, там 10-тысячная армия собралась против мусульман, очень тяжелая ситуация была. Они проявили стойкость, богобоязненность, очень было тяжело и страшно. Но Всевышний Аллах сделал, что без боя они победили. То есть они между собой враги перессорились, ушли. Также Всевышний Аллах, если мы будем объединены, у нас будет цель довольства Аллаха, и будем хотеть желать слово Аллаха на земле установить, тогда Аллах может сделать, что Россия развалится. И как в то время при развале Советского Союза Азербайджан стал свободным, Грузия стала свободным, мы также можем эту свободу получить, даже без войны. Вопрос, если Аллах, чтобы Он нам дал эту свободу, дал нам тавфик и свою милость и помощь, что мы должны делать? Мы должны руководствоваться именно книгой Аллаха и сунной посланника Аллаха. То есть Аллах приказывает объединиться, мы должны объединяться. Объединяться на четких целях. Это первое, деоккупация наших территорий. Второе, установление закона Аллаха на земле. Другого у нас цели мусульман не может быть. А все другие неясные цели или перемешку, там половина куфр, половина иман, половина мы живем намаз, читаем как мусульмане, но закон не мусульман. Это не работает. Это не работает, и это ради этого люди не хотят умирать. Если можете, покажите мне 10 человек, которые готовы среди чеченцев или дагестанцев или ингушей умереть ради демократии. Да, ради денег умирают, там ОМОНы служат они. Ради денег их продают, покупают. Я говорю про мусульман, искренних мусульман, которые являются большая часть, альхамдулиллах, наших республик. Ради денег, чтобы умирать, это, я не знаю, вот ты перед Аллахом как будешь отвечать? Поэтому мы хотим объединения на книге, держаться за книгу Аллаха. Мы хотим, чтобы у нас был закон Аллаха. Это не должно быть стыдно. Ни один коммунист не стесняется говорить, что мы хотим жить коммунистически, или где коммунисты живут, атеисты, жить по коммунистическому закону. Ни один демократ не говорит, что мы должны жить по шариату. Они хотят жить по демократическим законам. Ну, нормально живите, это ваша страна, ваша культура, ваша ментальность, никаких проблем. И тот демократия, которую пытались Ираке навязать иракцам, у них не получилось. И как они пытались Афганистану, Запад, навязать демократию. Прижилась она? Нет, конечно. Почему? По простой причине. Русских пословица есть, чужой монастырь со своим уставом. Не надо наш мечеть со своим христианским или демократическим уставом заходить. У нас свои есть законы, свои традиции. Это простейшая вещь. И я вижу, что уже Запад, и я с кем я уже разговариваю, переговариваю, уже к этому они сами приходят, что их модель жизни нам не подходит. Если он и как бы силой они навязали демократию в таком ключе,
Ну, когда белорусский президент тоже, он говорит о демократии, и сирийский президент Башар Асад тоже демократическим выбором выбранный президент. Это же смешно просто. Это же не демократия, это кармакратия, как угодно ее называть. Это такой фасад, который они там на витрину там говорят, что демократ. На самом деле они, это тирания, они по наследству там своим детям этот власть тоже дают. И что хотят, творят. Зачем такая демократия, которой нету свободной ни судебной системы, ни журналистов? Это не то, что они говорят, просто глаза пыль. У нас то же самое. Вот Кадыров тоже демократически правит там, и Россия демократическая страна. Это же фальшь, это лицемерие натурально. Есть, может быть, какие-то страны, где есть демократия, где есть реально, там чиновник провинился, он потом, это выходит, журналисты вытаскивают наружу, и он просто увольняется, отставку идет. Если суд может отменить решение там правителя и так далее. Но это точно не у нас. И это не наш метод. Мы мусульмане. Ты не можешь закон Аллаха убрать и вместо него придуманный закон ставить. Кто ты такой? Кто тебе дал такие полномочия? Почему ты можешь, будучи мусульманом, говоря, что я верю в Аллаха, я боюсь Аллаха, я читаю намаз, поклоняюсь перед ним, и говорит: Аллах, вот твой закон оказался нам не подходит, я его сейчас уберу, давай кто-то мне поставит другой закон. Так нельзя делать. Если мы объединимся на этой цели, у нас будет общая шура, не Закаевская, не Джамбулатовская. Это не Закаева, Джамбулатова проблема, это проблема всего народа чеченского. Просто Закаев предлагает свой вариант, вы предлагаете свой вариант. И у людей разные мнения бывают, разные ичтихады, нет проблем в этом. Единство, мы говорим, единство наша сила, единство тауфик от Аллаха. Мы должны вместе стараться закон Аллаха установить. Если в переговорах ты употребил какие-то термины, которые подразумеваются что-то другое, ты и так хочешь шариат, но ты с ними разговариваешь на их уровне языка, или как им это понравится, это должно быть согласовано шариатским комитетом, это должно быть, вот тебе даны такие права, и как бы война, хитрость и так далее. Это не так, что ты сейчас говоришь, и молодежь слушает тебя и говорит: о чем он говорит? Как можно такое сказать? Вы идете вперед, назад оглядываясь, молодежь, народ не с вами. Если есть, то какая-то часть, может быть, вы 5% на себя взяли, 5% Закаев на себя взяли. На самом деле, нам нужно же большинство именно активных мусульман, чтобы вас поддерживало. Большинство поддерживает, когда мы хотим, мы ставим четкую, ясную цель, и это как минимум деоккупация и возвысить слово Аллаха, и потом совместно строим план, как ее реализовать. Тактику выбираем, стратегию выбираем, и кто за что отвечает, разделяем между собой. И еще один момент, очень важный, что я хочу сказать. Вроде те, которые ради Аллаха и ради шариата воевали, я тоже с ними сталкиваюсь, и с их старшими сталкиваюсь, старейшинами, вижу тоже ветеранами. Большинство представлений о шариатских людях, то есть люди, которые должны отвечать за шариат, что это какой-то карманный муфти, который будет по заказу ему фатвы давать. Клянусь Аллахом, нету такого, что эти люди, и амиры, и политики, и военные, готовы, шариат сказал, мы руки поднимаем, сдаваться. Большинство себя хотят шариатских карманных. То есть он принимает решение, а этот шариатский именем Аллаха подписывает. Если так будет эта ситуация дальше идти, а это раньше так было, большая часть, и Эмират эта проблема была, и до этого эта проблема была, что шариатский не имел должного авторитета. Если шариат и мусульманин ученый не будет контролировать и политическую команду, которая работает, чтобы не получалось такие двузначные вещи, которые то Закаев, то Джамбулат или сказал, или сделал, и потом люди думают, это куфр, это харам, можно, нельзя. То есть заранее надо это проконсультироваться. И военные, и политики не будут слушать закон Аллаха, и те, кто обладает знаниями, то этих людей не будет успеха. Потому что ты хочешь закон Аллаха установить, да, но сам не следуешь этому пути, не следуешь Корану и Сунне. Как ты можешь установить? Как может Аллах тебе помочь, если ты неправильным методом делаешь? Метод Макиавелли, то, что он цель оправдывает средства и любым путем власть достичь, потом любым путем его держать, не получится у вас. Потому что мы мусульмане, и у нас есть вещи намного выше, чем просто власть получить. Власть, кто сам требует, вообще мусульмане не дают. У нас ислам, наоборот, шура назначает, на нее ставит ответственность, а не так, что ты сам на себя его тянешь. Потому что это аманат, это очень тяжелая вещь, я в прошлый раз тоже это говорил. Тот, кто сам к этому рвется, его нельзя вообще допускать к власти.
Потому что Аллах ему не будет помогать. Если Аллах ему не будет помогать, в этих условиях тяжелых построить государство – это нелегкая задача. Постройте, если можете, один институт. Постройте, пожалуйста, там место, завод, цех, где будут 100, 200, 500, 1000 человек работать. Вы увидите, что это очень даже нелегко. А государство строить, когда у нас есть нехватка кадров, у нас есть разруха, санкции бывают, после войны проблемы бывают и так далее, и враги могут опять мешать. Нелегко. Вот то же самое Талибан, вы видите. Это нелегко ее делать. Но они уроки извлекают, договариваются, пытаются. Аллах им поможет, иншаллах. Вопрос, многие говорят, вот раз вы хотите свободу и закон Аллаха, а вы хотите как Талибан, то есть как там проблемы экономические и так далее, и так далее. Валлахи, как Талибан жить 1000 раз лучше. Эти талибаны, эти мужчины, которые отвоевали свою землю, установили закон Аллаха и живут на своей территории по своим законам и прогнали врагов, это достойнейшие люди. Они могут поднять гордо голову. И мы можем им крепко пожать руку за это. А мы живем на своей земле, когда над нами оккупант, они ставят над нами правителей, которые нам больше, чем они сами зульму делают. И закон это их, правила они диктуют. И то есть мы там даже не имеем никакого веса. Да, может быть, мы на пособиях, наши там, родственники там, и наш народ живут, где-то не нуждаются, как афганцы. Но эти унижения, и это все, что мы терпеть, чтобы жить, нам кормят пособиями, это вопрос ценности. Что нам важнее, честь, достоинство или харчки, которые они нам дают. И как я знаю, кавказский народ, это наши сегуры, я говорил, это те, которые воевали против оккупантов, и они воевали ради Аллаха, а не просто ради какие-то пустые лозунги. Для них честь, понятие, конах, понятие, мужчина, джигит, мужественность, я не знаю, достоинство, благородство, это были самые высшие идеалы. И они к этому стремились всегда. Они там просто пожрать хорошо и пожить хорошо. К сожалению, мы уже портимся, деградируем. Это одна из больших причин, что мы деградируем, что мы под оккупацией. И враг с нами делает, что хочет. Школьная программа, садика, начальная программа, они нас, детей портят. С телевидением детей нас портят, интернет то же самое. И мы ничего не можем сопоставить. Потому что все, кто чуть-чуть активно начинает этому противодействовать, его сразу забирают, его сажают, на него всякие ярлыки вешают и не дают работать против. Поэтому в этих условиях я опять вас призываю, если вы боитесь Аллаха, если верите в Аллаха, послушайте тому, что Аллах к чему вас призывает. Аллах призывает, чтобы мы не разделялись, чтобы мы были сплочены вместе, тогда мы будем успешными. Аллах говорит, держитесь за веру Аллаха, за книгу Аллаха и не разделяйтесь. Если вы будете держаться за демократию, мы придем ни к чему. Просто будет много споров, конфликтов, в конце мы придем ни к чему. Потому что тот, кто идет неправильным путем, он в конце концов придет не туда, куда он стремился. Это путь, неправильный путь. Но и тот исламский радикальный вариант, что вот халифат объявляем, все кафиры, все, это не подойдет. Это так нельзя. Людьми надо разговаривать, мусульман надо уважать. И с западным частью, с кафирами тоже надо диалог вести, находить союзников. Те, кто поддержит нашу независимость и так далее. Там этот кафирам Джамбулла салам дал, там, руку пожал, вот такой он там неплохой. Это не подойдет. Это джахильский, невежественный подход. В этих вещах надо спрашивать обладателей знаний. Аллах сказал в Коране: «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'лямун». Спрашивайте обладателей знаний, если вы не знаете. Кто в политике разбирается, надо политикам советоваться. Если у нас политический вопрос, надо с политиками советоваться. Если у нас шариатский вопрос, шариатским надо советоваться. И в военном вопросе, с военным, кто опыт имеет, с ним надо советоваться. Это нормальное явление. Но ничто не должно быть из военного, то, что мы делаем, и не из политики, противоречит шариату. И поэтому через призму шариата надо все пропускать. Только в этом варианте у нас есть полный шанс на успех. Это, я не думаю, что кто-то со мной из мусульман может в этом спорить. Вопрос методологии, иджтихада, это можно. Ты вариант говоришь, мы вариант говорим, разные. Вот каким образом достичь этого? Какие этапы это надо преодолеть? С чего надо начинать? Какие приоритеты ставить? Это вопрос, да, обсуждать.
В общем, братья, я надеюсь, я очень просто на простом языке излагаю мысли, и я надеюсь, что мой посыл до вас дошел. И очень хочу, чтобы мы, мусульмане, перестали между собой грызть, мы перестали прошлое обсуждать. Даже я вижу, как только у нас какая-то консолидация получается, как только мы чувствуем братство, обязательно какой-то шайтан из джиннов, инсал, начинает сброс какие-то национальные вещи скидывать, начинает земельный вопрос скидывать. Любой вопрос, братья, валлахи, билляхи, таллахи, очень легко разбирать. У нас есть шариат, любой вопрос. Ты заявляешь, да, приведи доказательства. Привел доказательства, это твое, хак, забирай. Ты заявляешь, доказательства нет, поклянись. То есть вопрос четко решается, любой вопрос по шариату можно решить. И земельный, и зульму кому сделали, кто кого убил, кого чужой хак забрал. Не надо эти вообще темы закидывать между ингушами и чеченцами, между дагестанцами и чеченцами. Каждый раз враг, шайтан, инс пытается нас стравить между собой. Мы жили сотни лет, тысячи лет между собой в добрососедских отношениях, как братья, и дальше поживем. Никаких проблем нет. Нам не нужны кафиры, чтобы нас удерживать, миротворцы. У нас есть любой вопрос решить, альхамдулилля, закон Аллаха. И единственное требую, я также прошу, вот сейчас пока есть возможность, все братья и студентов, чеченцев, и в том числе и кавказцев, в общем тоже, вот сейчас ваше время, когда вы учились столько лет, чтобы распространить слово Аллаха, чтобы и по закону Аллаха судить, вот сейчас ваше время, чтобы вы объединились, чтобы вы поддержали людей, которые стремятся для оккупации, установления закона Аллаха. Сидеть там где-то на диванах, сидеть и всех обсуждать, это неправильно, это хорошо, это плохо, не получится. Так, это позиция слабых людей. Нам, если мы сами инициативу не проявляем и никаких действий не предпринимаем, ждать результата, это бессмысленно. Вот в моем книге есть как раз «Секрет успеха» первой или второй части. Сансей, долго ли ждать перемен? Если ждать, то долго, говорит сансей. Вот все ждут. Чего вы ждете? Кто-то за нас нашу работу сделает? Кто-то за нас, наших врагов от наших земель уберет? Или они сами там лопнут, что ли? Все ждут, что кто-то сделает. Понятно, что у Джамбулата или у Закаева идеальных проектов, идеальных вариантов нет. Они тоже по-своему пытаются какой-то вклад нести. Но где альтернатива? Кто другой что-то предложил более существенное? Вот вопрос в этом. То есть никто не предлагает, все критикуют. Критикуешь, предлагай. Предлагай такой же равносильный проект с более правильным, более надежным, более эффективным методом, если у вас есть он. Ну, а так просто все банить, и это значит, тебе хорошо в Европе, в Турции, где ты живешь, в Дубае, и не хочешь возвращаться домой. Так и скажи, брат, я уже постарел, у меня уже внуки пошли, я только получил вид на жительство, у меня пособие тоже неплохое, мне комфортно в квартире жить, у меня диван тоже очень мягкий. Давай я буду в Ютубе смотреть, как вы, там, Тумсо или другой там блогер Кадирова Хайт. Мне очень приятно, на душе так спокойно, но я не хочу даже с дивана вставать, я ничего не собираюсь делать для того, чтобы освободить свою землю. Вот так и скажи, признайся честно. Один из братьев, когда мы, дагестанцы, этого проекта обсуждали, и насчет объединения, один из них сказал прямо: братья, мне внук пошел уже, мне все хорошо, почему обязательно опять домой идти, что-то делать? Здесь же так же хорошо, в чем проблема? Вот у него смелости хватило признаться. Просто многие не признаются, а все, что предлагают, критикуют. А сам тоже ничего не предлагает. Это позиция, неправильная позиция, братья. На самом деле, если вы не согласны с тем, что они предлагают, предложите лучше. Или с общей шуру войдите, сделаем мунакаша, послушаем всех, хорошее предложение, проголосуем, примем то, что видим, что неэффективно, оставим. Только общий диалог. Это не Джамбулата вопрос, это не Закаева, никого вопрос. Это вопрос ваш, общенародный. И за народ один-два человека не может говорить. Должны прийти ахлюль-халь, авторитетные люди со всех сфер, и политических, и военных, и шариатских, и все, кто мог какой-то вклад нести. У нас этот институт, даже старейшин, совет старейшин тоже есть. Старики, мудрецы, которые могут свое слово сказать, поддержать и так далее, и так далее. Вот такой общий съезд. Сейчас вопрос идет, Конгресс делает Джамбулат, часть приходит, часть не приходит. То же самое Закаев делает, какая-то часть, кто его поддерживает, приходит, другая часть не приходит.
Я спрашиваю братьев, которые я знаю, авторитетных чеченцев, которые болеют душой за общее дело. Они говорят, мы не хотим просто, чтобы ваш съезд именно прийти. Если это будет общий чеченский, мы готовы и прийти, и делать, и рисковать, и предлагать, и так далее. Я уверен, что 70-80% чеченцев, которые сейчас молчат, если это будет общий проект, который прозрачный, четкие цели, которые я обозначил, и оккупация, и установление закона Аллаха на земле, Аллах, я уверен, большинство активизируется. И придут на любой съезд, который для общим создали. И будут информационно поддерживать, и финансово поддерживать, и словом, и делом. На этом я закончу. Баракаллаху фикум. Баракаллаху фик, Абу Умар. Надеемся, что дойдет твой посыл до наших братьев. Иншаллах. Братьев, которые поднимают руки, немного потерпите. Микрофоны включены только у наших заявленных спикеров. Хотел бы еще список озвучить. Хотел бы еще озвучить список наших спикеров. Это Абу Умар Сосетинский, это Ислам Билакиев, это руководитель движения НИСУ Абу Заид и другие наши активисты и участники. Еще хочу представить вам второго ведущего нашего эфира. Это руководитель информационного отдела United Forces под ником Стамбул. Он тоже будет со мной вести сегодняшний наш эфир. На этом все. Я слово передаю нашему брату Джамбулату Сулейману. Бисмиллах, Джамбулат. Братья, в общем, мы уже здоровались, салам давали. Я сразу перейду к теме нашего разговора. Абу Умар, спасибо, ты, в общем, раскрыл, но что хочу вот отметить из твоего разговора. Все правильно ты отметил, вот то, что я, когда работали мы с нашей общественностью, отмечали, что есть определенные категории людей, которые довольны ситуацией, и они ничего не хотят делать, но при этом они никогда не говорят, что они не хотят сделать, они просто, чтобы оправдать свое бездействие, говорят, что они по-другому видят. А как они по-другому видят, у них они не предлагают ничего, как ты сказал. Ты это правильно отметил. Потом ты отметил, что вот нужно единство. Но кто с этим будет спорить? Не то, что не мусульмане, даже не мусульмане, никто здравомыслящий, ни один человек с этим спорить не будет. Это все тоже правильно. Но и сейчас у нас есть конкретная проблема. Да? Мы вот то, что вы призвали, это те последствия, которые в ходе вот этих двух чеченских войн, строительства чеченского государства, было очень много событий. И эти события по-разному оценивают, есть разные точки зрения. Потом государство тоже не было таким вот однотипным. Начиналось оно так, потом там были какие-то преобразования, потом даже провозгласили Эмират Кавказ. И все вот эти действия, они тоже создали определенный круг людей, сторонников того-то или другого. И эти люди до сих пор сегодня спорят. То есть у нас конкретная проблема. Не такая общая, что вот нужно единство, да, а вот конкретная проблема. И вот мы должны, когда вы вышли с инициативы, Абу Умар, инициатива сама хорошая, то мало сказать общих слов. Нужно понимать, какая именно конкретная проблема здесь у нас стоит, и как конкретно ее решить. Вот скажем, сказать, что мотор должен там иметь поршня, коленвал, я не знаю, головку, распредвал, все это, и это должно работать так, это понятно. Но если вот этот конкретный один мотор сломан, ты должен знать, что именно там сломано. Пока ты именно его не починишь, от того, что ты будешь там говорить о общем, как работает мотор, как он, какая его конструкция, этот мотор не починится и машина не поедет. Поэтому у нас вот есть конкретная проблема. Мы, вот наше движение «Единая сила», в него сегодня входит также организация Башт-Маршо. Сегодня я его возглавляю. У нас там было 4 руководителя.
это старейшая организация из нашего движения. У нее есть уже сегодня, можно сказать, самый огромный опыт по преодолению вот этих противоречий. Потому что я вот замечу, вот просто для всех, кто слушает, ни одна организация, ни один общественный деятель, ни один энтузиаст, никто не прилагал столько усилий для предотвращения нашего нашей ситуации по разногласиям, сколько принимала вот эта организация. Годами. Ни день, ни два, ни месяц, годами. И за эти годы эта организация сталкивалась с разными ситуациями. И она анализируя то, что видим, когда мы разговариваем с людьми, когда мы стараемся решить проблему, это все дает тебе определенный материал именно по этой проблематике. И поэтому сказать, что вот если... Вот ты сказал, Абу-Омар, что если там Зака призовет туда, определенные люди пойдут, Джамбулат призовет, пойдут, а вот если все соберутся, тогда, если это будет общество, тогда пошли бы. Но это не так. Вот когда мы вышли, вот эта организация Бартмаша вышла и призывала всех объединиться, это тоже было как бы всех. Сегодня, да, мы уже стали отдельной политической силой. Вынуждены стали отдельной политической силой, потому что мы увидели тупиковую ситуацию и невозможность объединить те силы, которые не готовы отказаться от своих идеологий или хотя бы уступить друг другу в этих идеологиях. И тогда мы тоже это был общий призыв. Сегодня вот ты вышел, и там Ислам Белакиев вышел, вы тоже, это сегодня, вот не сегодня, завтра буквально, или послезавтра, условно говоря, это тоже будет, вот мы не хотим идти на призыв Абу-Омара Сасетвинского или Ислама Белакиева. У них тоже отдельная политическая сила, вот у них там свое видение, своя идеология, они не до конца мусульмане, потому что он говорит, что с кафирами тоже нужно разговаривать, что радикальный ислам не... Ну, я это примерно так утрирую, но вот такие вот есть люди, скажем, может быть, вот с этой стороны не согласится кто-то. Или же с другой стороны скажет, не, вы что, там исламский проект, это же все, это не пройдет в этом мире. Мы должны быть реалистами, мы должны быть такими, я не знаю, современными людьми. Близко нельзя приближаться к исламским проектам. Да ну, оставьте их, и в общем все. И третий вариант тоже, там разные варианты возможно. Понимаешь, Абу-Омар, вот эти вещи, которые мы проходили, они сегодня, да, хорошие инициативы вышли, но при этом вы говорите, что мы сейчас призовем всех собраться, и кто не придет, они будут, то есть это уже будет видно, что эти люди не хотят единства, что они не пришли именно на наш призыв. Вот смотрите, есть такая опасность для мусульманина быть несправедливым по отношению к другим мусульманинам. Вот если, например, мы совещались, наше у единого движения «Единая сила» есть свой совет. Мы совещались в этом совете, я Исламу говорил об этом, если он здесь слушает, он подтвердит. И мы решили, что мы на этот призыв мы не пойдем. И я ему говорю, вот мы не пройдем, и мы уже все, получается, что мы не хотим единства. А справедливо ли это по отношению к организации, которая 7 лет больше всех прилагала усилий, не имела своей политической цели, являлась стороной, которая модерировала всех призывала, ходила. Вот эти политики нашей организации не приходили. Мы ходили по каждому политику, каждой силе, каждой организации, убеждали, упрашивали, показывали на разных примерах, почему это нужно. А может быть, мы не те, кто не хотим единства, потому что не пришли сюда, а не приходим, потому что знаем, что это не работает, что вот так нельзя вот этот мотор сломанный, чеченский, вот этот государственный, починить. Мы там уже пробовали вот этот метод, и он не дал результата. Может быть так. И когда, если вы готовы заявить об этом, вы это, скорее всего, не заявите, если мы вам объясним ситуацию, как братья-мусульмане, вы, скорее всего, так не поступите. Но если бы вдруг вы заявили бы, это было бы несправедливо по отношению не одному человеку, а целой организации, которая десятки людей,
которые годами трудились ради этой сплоченности, этого единства. В общем, я сейчас пока обозначаю, мы, иншаллах, я не буду долго занимать время наших слушателей. Нам эту тему нужно. Нам нужно эту тему раскрутить. У меня есть еще очень много чего сказать, но нужно дать как бы очередь другим, чтобы было понятно, как будет вот это единство происходить, почему это невозможно. Я назову, прежде чем закончить свою речь, я назову одну причину, которая 100% это так, почему вот это не работает, почему никак не получается объединить политические силы. Потому что, скажем, у нас же не будет единства, если там не окажутся каких-то влиятельных политических сил, скажем, того же Закаева, или же вот того единства, о котором ты говоришь, Абу Омар, или твои товарищи, чтобы там все влиятельные были. Вот скажем, не будет там Закаева, или Идигова там не будет, или парламента там, Сарляпова не будет. То есть вот такое единство невозможно по одной причине, потому что они считают, что они преемники той славной чеченской истории, ичкерийской власти. Все три так считают, и они не готовы от этого отказаться. Сегодня, скажем, Закаев скажет, что он придет без всяких условий, и после вашего выступления уже было выступление его заместителя Салтаханова Алим-Паши, что да, мы готовы к единству, мы готовы со всеми встретиться, поговорить, но никому не будет позволено там ни на миллиметр, ни на сантиметр передвинуть вот это государственный строй, вот это преемственность власти, подобные речи звучат. Ладно, у меня есть еще слух, что у меня что-то есть личное по отношению к моим оппонентам, хотя на мою личность эти оппоненты покушались не единожды. У меня, Абу Омар, чтобы ты знал, нет ничего личного к этим людям. А есть то, что я предлагал, ты знаешь принцип маслахата, когда есть неразрешимые проблемы в чем-то, яблоко раздора – это власть. Все хотят быть единственной легитимной властью. То всем им троим нужно отказаться от этого, сказать, давайте, да, мы в душе еще верим, что мы единственная власть, но для того, чтобы маслахат состоялся, мы готовы прийти на это маджлис, на это собрание, на эту конференцию с условием, что мы временно отказались от этого. Пока мы не обсудим, не обговорим, пока мы не сядем и не выясним, так ли это то, что мы думаем. Но даже на этот малейший шаг оказались неспособными эти люди, понимаешь? Поэтому у нас другой путь мы выбрали, Абу Омар. Мы выбрали путь, который, если нет выхода из двери, если двери закупорены, то нужно выйти, чтобы там не остаться, то есть окна. Если нет окон, там, наверное, есть подвальный люк или на крыше какой-то люк. Аллах всегда дает мусульманину, если нет одного выхода, другой выход. Поэтому то, что ты говоришь, нужно всем собраться, сделать, этого не будет, пока люди, которые себя обозначили властью, не будут готовы отказаться от того, что они власть. У меня нету, почему ничего личного, я готов был, хотя я понимал, что это не власть, я готов был принять их власть, любого из них, из троих. Но я понимал, что от того, что я приму, не примут люди. И я хотел их уговорить, чтобы они поступили таким образом, чтобы и люди их приняли. И стал врагом для всех этих троих сторон власти, которые себя признают властью. Вот в чем проблема, а не в том, что у меня есть какие-то личные претензии из-за того, что меня там объявили антигосударственником или ФСБшником. Это все ерунда. Они то, что сказали, ко мне не приклеится, потому что это неправда. Есть проблема, которая не разрешается, и это не решится. Я тебе даю слово, Обама, что это не решится. Никто из них не готов на это. Значит, мы же не можем 10 лет, 20 лет сидеть, что пока вдруг они мусульмане, вдруг они созреют, вдруг у них там иман проснется, совесть проснется. Мы не можем так ждать. Мы живем сейчас, сегодня, время идет каждый день на счету, с каждого дня Аллах с нас спрашивает, и мы должны что-то делать.
Вот коротко, если сказать, вот такова проблема, которую мы видим. Теперь я слово передам, а пускай наши ведущие там или кому-то, или Абу Умару дадут сказать ремарку насчет моего выступления или другим. Ассаламу алейкум warahmatullah. Баракаллаху фик, Джамбулат. Хотел бы немножко ознакомиться с регламентом сегодняшним. По регламенту хотелось бы отвести нашим каждым спикерам по 10 минут. И после этого, если вы захотите, то начнете дискутировать, оппонировать, задавать друг другу вопросы спикерам. А после этого, иншаллах, мы включим микрофоны и дадим слово нашим слушателям и другим активистам. Джамбулат, Абу Умар, с вашего позволения, могу я передать слово другим нашим спикерам, пусть они тоже выскажутся, разъяснят, что они хотели. С вашего Нет позволения. проблем. Пусть скажут. Пусть скажут, не проблем. Хорошо, в нашем списке заявлено, это следующий спикер будет Ислам Белакиев. После этого, иншаллах, Абу Зайда Нису. И после, иншаллах, если еще добавится, объявится или какой-то другой наш брат-спикер, мы тоже с радостью дадим ему слово, и тоже он сможет поучаствовать в нашей дискуссии, иншаллах. Так, я передаю слово нашему второму гостю, это Ислам Белакиев. Бисмилля, Ислам, если ты слышишь, слово тебе. 10 минут я включаю, после прошу вас уложиться отведенное вам время. Бисмилля, Ислам. Ассаламу алейкум варахматуллах. Бисмиллах. Баракаллах за предоставленное слово, за приглашение. Уже сам этот факт говорит о том, что люди готовы разговаривать. Джамбулат мне сегодня сам позвонил, тоже меня пригласил. Маша Аллах, уже это свидетельствует о том, что наши сердца не черствы, что они готовы и открыты к диалогу. Я вижу, даже идет запись. Маша Аллах, я думаю, будет полезно, если потом эта вся запись будет выложена от начала до конца, чтобы люди тоже с этим ознакомились. К тому, что сказал Абу Умар, по религиозной части практически мне добавить нечего, да и мне и не смогу я добавить, потому что я в этом более-менее профан, в отличие от Абу Умара и от присутствующих. У меня меньше знаний по религиозной составляющей. Я скажу, что идея объединения, здесь нужно отметить работу Джамбулата Сулейманова и его команды в Бартмаршу, которая проводилась много лет. Об этом я знаю непосредственно не только от самого Джамбулата, но и от других братьев, которые свидетельствовали, что эти люди действительно старались объединить три стороны. На тот момент говорилось о трех правительствах. Это сторона Закаева, Сараляпова и Ахьяда Идигова. А сейчас вот эти три стороны, вот эти три правительства, о них уже говорят меньше после начала войны. И это многое поменяло. Я еще к этому вернусь, иншаллах. Но нужно отметить, что Джамбулат Сулейманов сделал очень много. Он проводил, и его команда проводила огромную работу по объединению. Они старались действительно, они организовывали съезды, они ездили, разговаривали, общались. Ведь на тот момент нужно подчеркнуть, что Джамбулат Сулейманов общался непосредственно с Ахмедом Закаевым и другими. У них не было никаких конфликтов. По моей информации, как мне люди сказали, даже было так, что Ахмед Закаев хотел поставить своим преемником Джамбулата Сулейманова в будущем. Это мне лично человек сказал, я просто не могу назвать его имени. Этот человек достоин доверия. То есть были такие отношения. И работа Джамбулата Сулейманова была именно нацелена на объединение, на общее дело. Потом, к сожалению, Джамбулат Сулейманов, его окружение, некоторые, по крайней мере, пришли к выводу, что не получается объединиться, и мы, как вот сам сегодня Джамбулат подтвердил,
что мы должны идти вперед, если остальные не объединяются, мы должны как бы хоть как-то взять это в свои руки, и создается, так сказать, свой собственный, уже аналогичный и по счету 4-й проект политический. Мы же говорим, что нужно объединиться. Мы считаем, что если тогда была идея объединения, то она не может быть заброшена. Тем более, что после войны, после начала войны, все кардинально поменялось. Все те попытки, вся та работа объединения, которая была проведена Бартмаршо, это было 99,9% перед войной. Война изменила все. Война поменяла все. Война показала, кто активный, кто не активный. Если тогда всех обвиняли в том, что они ничего не делают, за 20 лет ничего не сделали, то война показала, кто действительно что-то хочет делать и кто активен в этом вопросе. Кто начинает встречаться, кто ездит к политикам, общается, выступает на телевидениях и так далее, и так далее, и так далее. Мы видим того же Джамбулата Сулейманова, который проводит, по мне, очень хорошую работу с европейскими политиками, с украинскими политиками, в том числе в стенах ПАСЕ и так далее. Это то, что нам не хватает, это то, что нам нужно. Что касается религиозного вопроса, как я сказал, мне добавить нечего, но и у нас есть также братья, которые говорят нам, это тот же представитель здесь находится, Абу Зейд из телеграм-канала Нисо, они нам открыто говорят, что нам нужно все в соответствии с исламом. И это то крыло, которое пытается полностью подвести все в соответствии с исламом. И это то, что нам нужно. Это то, без чего мы не можем. Как сказал Абу Омар Сестринский, не будут люди у нас умирать за какие-то другие идеалы, кроме ислама. Не будут идти. И если мы это все бросим, то чью поддержку мы получим? Народную поддержку мы точно не получим. Основная часть нашего вот этого молодежного движения, наши пассионарии, они не будут за нами идти, если у нас не будет все в соответствии с исламом. Но если у нас будет одно желание к религии, но при этом у нас не будет политического проекта, как тот же брат здесь участвующий, Абу Зейд из телеграм-канала Нису, сам сказал в эфире, он мне это лично говорил, в прямом эфире у нас был совместный эфир, что у них нет политического проекта. То есть у них есть видение, что так и так и так должно быть по исламу, но политического проекта нет. Если нет политического проекта, нет продвижения. Если есть политический проект, но нет соответствия с исламом, и этот политический проект не соответствует с исламом, то нет поддержки народа. Поэтому нам нужно объединиться, нам нужно встретиться, и нам нужно это обсудить. То, что Джамбулат Сулейманов сегодня сказал, мне очень понравилось, вот этот пример с мотором, что если мы хотим починить мотор, то нам нужно разбираться в этом моторе. Правильно? Но я здесь добавлю, чтобы разобраться в этом, нужно собрать всех этих специалистов, работников по мотору, вокруг этого мотора где-нибудь положить этот мотор и прийти туда и посмотреть. Не так, что через интернет мотор лежит, условно говоря, во Франции или где-то в Польше, а мастер говорит об этом моторе, сидя где-то в Норвегии. Нет, все мастера должны прийти в одно помещение, склониться над этим мотором, взять ключи в руки и начинать его разбирать, и там уже попытаться найти причину. Если мы не соберемся, если мы не найдем эту причину, то у нас не будет ни объединения, не будет успеха, и у нас не будет вот этого перспективного будущего, к которому мы должны стремиться. Эта война, она стала шансом для нас. Это война, которая показала всему миру истинное, преступное, чудовищное лицо России. И мы просто, что мы делаем? Мы
просто берем весь этот шанс и забрасываем его куда-то в корзину. Потому что, видите ли, у нас свои личные амбиции, у нас обиды, потому что этот нам то сказал, тот этот сказал нам, тот нас обидел и так далее. Нам нужно собраться, если мы действительно, во-первых, ради Всевышнего Аллаха вышли, а не ради амбиций. Если, во-вторых, мы вышли ради всеобщего блага, мы должны переломить себя, сломать свои амбиции и пойти туда. Мне очень понравилось, последнее, вот я уже заканчиваю, то, что сказал Джамбулат Сулейманов мне, и я думаю, он это подтвердит. 8 января 2022 года, за 1,5 месяца до войны, во Франции, когда я туда поехал на митинг, и там мы разрешали конфликт, который на тот момент был у меня и Тумсо Абдурахманова. Мы сели в этом большом помещении, и там Джамбулат Сулейманов был, там 30-40 человек было. И когда мы пришли к, так сказать, к общему знаменателю, решили вот этот вопрос, я, Тумсо, с помощью, естественно, всех вот этих братьев, которые там были, включая Джамбулата. Джамбулат, ну и остальные, но Джамбулат отдельно мне сказал, сила, я не знаю, как это перевести на русский язык, но смысл такой, что ты поступил очень правильно и красиво, переступив через свои какие-то личные вопросы, личные вот эти вот моменты, которые тебя задевали. Ты все это махнул на это рукой и пришел к согласию. И я сегодня прошу также Джамбулата сделать то же самое. И не только Джамбулата, и вот нашего брата Абу Зейда, и других братьев, и Ахмеда Закаева, и остальных. Нужно собраться в одно место и решить этот вопрос. Там разобраться, в чем причина поломки мотора, и прийти к общему единству в этом вопросе. Я закончил. Баракаллах. Баракаллах фик, Ислам. Хочу обратиться к админам. Пожалуйста, не включайте микрофоны другим участникам, только спикерам. После этого мы, иншаллах, предоставим возможность. Вопросы будут задавать. Следующий наш заявленный спикер – это руководитель движения и канала НИСО Абу Зейд. Абу Зейд, бисмилlah, слово тебе предоставляется. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Приветствую всех братьев. У меня первый вопрос к Абу Умару, потому что в его разговоре для меня есть какие-то новости, которые я до сих пор не знал. Абу Умар, ты проговорил такие слова, что у Закаева и Джамбулата есть какие-то политические проекты, они что-то нам предлагают, а у других как бы ничего нету. Смотри, Абу Умар, такой вопрос. Ты эти проекты видел, читал их? Если ты видел, скажи мне. Абу Умар, слышно меня? Да, слышно, Ахи. Ну, видеть в том смысле, что ты хочешь сказать, бумажно видеть ты хочешь, конечно, видел. Они же вот заявляют, что какая-то программа, как бы, если есть, я считаю, что она должна быть прописана. Если просто разговор, как бы, да, это считается проектом, ну, значит, эти проекты, они, наверное, у сотни, как бы, людей есть. Если ты в чате или где-то проговаривал что-то или там заявлял, да, это я не считаю, как бы, проектом. Я это считаю просто, ну, как разговором. Я у всех, как бы, просил, если у вас есть какой-то проект, просьба написать, предоставить, и мы посмотрим, как бы, этот проект, если он соответствует Корану и Сунне, и это, как бы, тактический реальный проект, тогда, да, мы ее, как бы, поддержим. Вот до сегодняшнего дня я такого проекта не видел, поэтому не знаю, на что опираться. Можно я сейчас сделаю короткую ремарку? Богу, извиняюсь, Абу Зейд. Мухальд, с твоего позволения, это просто сразу скажу, потому что сейчас у нас дискуссия пойдет дальше, и потом не к месту будет. Смотри, Абу Зейд, проект ты никогда не увидишь ни у одной организации или там
реальной политической силы, чтобы у него был прописанный от А до Я какой-то проект. Проект есть и у меня, и у Закаева. Закаева, скажем, озвучивал, когда он провозглашал Горскую республику, это тоже проект. Он имеет исторические предпосылки, он имеет свой политический какой-то, я не знаю, статус, имеет также, когда он говорил о протекторате, или же когда он говорит, что он является даже просто преемником ичкерийской власти, это тоже политический проект, значит, он будет продолжать то, что делалось в те 90-е годы. Это все политические проекты. У нашего движения тоже есть политический проект, он озвучен в десятках, в сотнях даже, можно сказать, статей, выступлений, и тебе никто собрать их в один такой стройный ряд, в одну книгу, никто не будет. Никогда не выстраивается никакой проект в одной какой-то статье. Скажем, бывает устав организации, но он не является проектом. Или бывает такой заявленная цель на минимум, на максимум, на отдаленный проект, на краткий проект. Это тоже не является, в принципе, проектом, который ты можешь сказать, вот это проект. Проект – это все в совокупности. Поэтому я не согласен абсолютно с твоим заявлением, что у нас нет проектов, и что ты его не видел. Тот, кто хочет увидеть, тот его увидел, он есть. Все, я закончил. Джамбулат, я где-то полгода назад примерно разговаривал с своим близким человеком, с Абдулмаликом, да, вот это, Абдулмалик его зовут, другое имя, не знаю, Музаев, да, по-моему. Когда мы первый раз поговорили, я у него спросил, у вас есть где-то, что вот прописано, да, чтобы мы понимали, на что мы опираемся. И я ему сказал, если у вас есть какой-то проект, и он соответствует Корану и Сунне, и это такой реальный проект, который может привести нас к победе, да, хорошо было бы. У вас есть он как бы прописанный? Он сказал, прописанного нету, но мы пишем, начали писать, что ли, или как бы скоро, да, там напишем, он сказал. Я сказал, хорошо, как только вы закончите, пришлите, мы ознакомимся, посмотрим, соответствует ли все там, да, у знающих, у студентов, студенты дальше, ученых, наверное, будут что-то уточнять, проверят этот проект или какую-то программу, да, и тогда, да, если мы посчитаем, что это действительно все как бы там правильно, и тактически, и с религиозной точки зрения, тогда мы, иншаллах, наверное, тогда будем вместе работать. Но до сих пор я этого как бы не получил и не видел. Но когда устно что-то говорится, к примеру, а потом, точно как бы не ясно, да, на что как бы опирается. Сегодня, допустим, может говорить что-то, а потом завтра что-то, где-то заявлять одно, а потом где-то как бы другое. И непонятно, да, вот на что мы опираемся. Поэтому вот тут неясность, как бы, на что опираемся. Вот когда, допустим, объединяемся с кем и на чем. С кем-то не проблема, важно, на чем мы объединяемся. Вот должна быть какая-то программа, и если вот эту программу мы все как бы поддерживаем, тогда, да, вот это нас может объединить. А вот такие встречи просто как бы устно проговорить и потом разойтись, но это же, наверное, уже сотни раз происходило, и мы к этому до сих пор не пришли. Я это вот так вижу. Я закончил. Ну, смотри, Абдулмалик тебе говорил о том, чтобы вот то, что я говорил, какой-то программа максимум, программа минимум расписать, об этом говорил. А так проект есть, и этот проект никогда не будет тебе вот в одном документе. Ты понимаешь, проект в одном документе. Вот сегодня Абу Амар говорил о коммунистах, да, коммунизм. Что такое коммунизм? Какую ты можешь взять одну книгу, прочесть, сказать, вот это и есть проект коммунизма. Такой книги нету вообще. Там есть огромная литература. Ну, сегодня это плохой пример, но тем не менее он пример, да, вот этот Ленин, когда они делали вот эту свою революцию в России, у него была такая программа в одном документе, ее не было. Там были какие-то там тезисы, да, июльские или там какие-то другие, я не знаю, разные тезисы, записки, которые он где-то в шалаше писал. Его сторонники, они просто вычитывали, и они понимали, что он пишет, потому что это было актуально на тот момент. Они видели ситуацию и видели ответы в этих тезисах. Тебе сегодня и твоим друзьям нужно, наверное, вчитываться в статьи, которые мы публикуем, или прислушиваться к программным речам, которые мы говорим. Тогда ты увидишь этот проект. Вот тебе просто нужно понимать, что такое, что является политическим проектом. Он есть, скажем, наши партнеры, те же украинские и европейские, они видят этот проект, в отличие от тебя. Ассаламу алейкум.
Извините, Влад, хотел бы передать слово Абу Умару. Вопрос был задан Абу Зайду. Абу Умар, прошу не вступать в диспут. С вашего позволения, слово передаю Абу Умару. Бисмиллах, Абу Умар. Ты услышал заданный вопрос Абу Зайду. Бисмиллах. Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Я прекрасно выслушал вопрос, и в начале, который мой был призыв, чтобы мы не цеплялись за исторические старые темы, и даже сейчас детали, Конституция, там какой-то пункт, если чеченцы объединятся, если они за стол сядут, те, кто ахлюль-халь, авторитетные люди, которые имеют право говорить за общественные дела, это все можно и подравнять. И этот, как ты говоришь, проект, программа, если она была устно, ее записать. Если записано было и там было не дописано, это тоже там добавить. Вопрос не в деталях. Мы хотим зрить корень. Корень проблемы. Не корень проблемы, что мы не хотим за один стол сесть. Корень проблемы, что нет общего видения и общей цели четкой. А остальное, программа, в принципе, мы сейчас разговариваем с Джамбулатом и разговариваем с Закаевым, и только по одной причине, потому что они политически активны, потому что они предлагают что-то, потому что они делают съезды, конгрессы, встречаются с политиками. В общем, их активность в политическом поле, из-за этой причины мы с ними разговариваем и их призываем к объединению и так далее. Если есть другие силы, другие люди, джаматы, они тоже, когда заявляют о себе, что мы здесь есть, у нас есть шура, у нас есть руководитель, у нас есть видение, есть своя цель, их тоже приглашаем также для объединения, с ним тоже так же разговариваем. Просто есть вещи, которые ты не можешь по факту отрицать. Вот эти люди есть, и ты не можешь сказать, Джамбулата нет в политическом поле. Или не можешь сказать, что Закаева их вот, там нету джамата и ничего нет там. Они есть, и они заявляют, и других проектов, таких как они вот заявляют и работают в этом направлении, таковых нет. И если они будут, только хорошо. Если они хорошие предлагают и действенный метод предлагают, то ее тоже за основу можно поставить на стол и разбирать ее. Вопрос, цель ясна, как ее достичь, каким образом достичь, наверное, надо именно, если это проект отдельно чеченский, надо чеченцам собраться это делать, а если это проект общекавказский, то от чеченцев делегируются от общей шуры делегаты, от дагестанцев тоже, и от ингушей и так далее, и от всего Кавказа. Тогда они совместно решают, совместно утверждают, а не так, что кто-то от балды или от себя может что-то заявить или там утвердить. У него нет таких прав. Вот об этом речь. И я знаю, что среди чеченцев сейчас очень много также будут говорить. Абу Умар Сули, дагестанец, почему он нас учит, или он призывает, или вот мы сами. Вот это национальное высокомерное поведение нам и мешает наше высокомерие. Если даже раб тебя, пророк сам говорит, над вами поставят черного раба, чтобы он был правителем, подчиняйтесь ему, если он мусульманин и судит по законам Аллаха. Если тебе шайтан учит правильному, как Абу Хурайру научил шайтан, как аят курси читать утром, вечером, защититься от влияния шайтанов. И пророк сам сказал, садака ва хуа казуб. Он сказал правду, но он лжец. И здесь то, что шайтан сказал, мы не берем, потому что он шайтан сказал, нет, когда он правду говорит и правильную вещь говорит, мы берем. На самом деле высокомерие и вот этот чрезмерный национализм, национализм как соль в еде, в должной мере я его принимаю, в том смысле, что он знает своих предков, родословную, знает героев своей нации, хочет быть подражать им во всем благом. Это прекрасно. Как знал имам Шафи и Абу Бакр и другие сахаби свои родословные там до 10-20 поколения. Но не так, чтобы ты посчитал себя лучше, чем чеченец, чем дагестанец, или дагестанец лучше, чем там кабардинец и так далее. Это есть как высокомерие. Среди чеченцев есть конченые люди, и голубые, и воры. Также из дагестанцев такие же есть.
Среди чеченцев есть прекраснейшие люди. Альхамдулилля, в моем команде работают такие прекрасные люди. И большая часть моей команды с нами, кто работает, около 200 человек работает с нами, это чеченцы. И талантливые, и профессиональные, и адабливые, и соблюдающие. И мы их любим и уважаем, и мы как братья вместе работаем. Среди тех любых наций из Кавказа у нас, в общем, похожая ментальность, похожие традиции, одна религия, даже один мазхаб шафиитский. Да, разные акида, разные. У нас и у вас такие же, и суфи, и не суфи. И я сказал, чеченцы в этом войне пострадали больше, потому что на самом деле у них была война. В любом случае, мы братья. И если мы друг друга не уважаем, и друг друга не прислушиваемся, я здесь не иду, как именно за чеченцев говорить. И за чеченцев решать должны сами чеченцы. Но призывать их к объединению, братству, прощению друг друга ради Аллаха, работать на пути Аллаха ради развлечения слова Аллаха, любой, и негр может, и дагестанец может, и любой еврей даже может. Если вы благоразумные люди, вы правильный насиха примите. Если вы высокомерные выскочки и джахили, то вы будете смотреть, кто сказал, почему сказал. Когда пророк, саллаллаху тоже араб, он не чеченец. Может быть, этот националисты считают себя лучше, чем пророк, и его нация араб. Пророк был арабом, саллаллаху алейхи вассалям. Он нам пример для подражания, и он самый лучший человек в мире. И если мы будем следовать то, что завещал нам пророк, Аллах нас возвысит. Если мы будем национальности, всякие другие движения следовать, то мы и в этой дуне перестроимся между собой. И в ахире тоже нас нехороший конец ждет. Поэтому я говорю об Узейд, возвращаясь к этому вопросу, не столько проект, который они написали, утвердили, и ты сейчас, или я рассмотрел и считаю это соответствующим Коране и Сунне. Вопрос идет, на Майдане есть действующие лица, фигуры и джамааты. Вот с ними идет взаимодействие и призывы. Если есть другие такие же действующие люди, мы их тоже призываем. Вот, например, НИСО, Абу Зейд и тот, кто с тобой, шариатские студенты, ваша активная часть. Почему вас сюда позвали? Потому что вы есть. Потому что вы активны и у вас есть своя позиция. Любые чеченцы, вопросы чеченцев, когда они активны, у них есть своя позиция, есть какой-то джамаат, их призывают, чтобы они тоже пришли на конференцию, съезд, вот такой эфир и так далее. Но если он молчит, и джамаата нет, но он где-то дома сидит, может быть, его не будут приглашать, потому что он не активен. Как говорит ислам, вопрос есть до войны и после войны. Вот после войны активизировались некоторые люди, наоборот, и вышли из строя. Вот сейчас кто активен, кто что-то хочет делать, кто-то что-то предлагает, с ним идет диалог. Вот этот текст, наверное, я думаю, опять-таки, не Джамбулат должен писать, не Закаев должен писать. У Джамбулата и у Закаева, и у вас есть шариатские братья, которые знают ислам, чеченцы. Они должны сесть и то, что они накидали, тоже посмотреть, и свое тоже добавить, то, что не соответствует, убрать и так далее, и потом в конце это утвердить. Я это так вижу. Аллаху алям. Абу Умар, я тоже это так вижу. Я знаешь, как я это вижу. Вот у каждого есть какой-то проект, да? Пусть это будет там какой-то хоть маленький, пусть это будет на полгода только или на год, да? Вот давай вот на этот год вот политическая сторона планирует вот это, к примеру, там, силовой блок планирует вот это, информационный блок там планирует вот это, финансовый блок планирует вот это, да, примерно. И хотя бы на месяц или на полгода должен быть какой-то план, да, у каждого. Второе, после того, как этот план есть, нужно вот именно, чтобы, да, студенты шариатские, которые они проверили, да, что можно, вот каждый вот из этих направлений, да, что они могут делать, а что нет. Все, каждый берет свою как бы работу и дальше действует. Если вдруг там в процессе какой-то работы возникает какой-то вопрос, да, они должны каждый сверять, да, вот это можно, да, вот тут что-то новое как бы появилось, это как нужно, да, действовать вот тут. И чтобы все они свою работу сверяли с религией. Вот я всегда это говорил, всегда вот только это говорил. Я сам пытаюсь, чтобы именно так и происходило. То, что я работу делаю, всегда стараюсь, чтобы это именно так и происходило. Поэтому вот когда говорится, что они что-то предлагают, ну предлагать хотя бы на полгода должен быть какой-то проект. Вот этого как бы я не вижу.
Поэтому и я вообще считаю, вот этот разговор, он сперва должен был быть вообще за кулисами. Вот именно, да, кто активные, как ты говоришь, они должны были хотя бы, если не могут физически встретиться, хотя бы в каком-то чате, пусть там будут 10, 20, 30 человек, они обсудят, придут к чему-то, да, к какой-то программе, распишут это, и все, как бы каждый отдел, там, каждое направление, они будут свою работу делать. Я это так вижу. А просто вот так встречаться и вот людей как бы собирать, потом и люди как бы, ну, не поймут, никакой системы нету, ничего предложить как бы не смогли. Но на самом деле вот мы сколько тут уже? 1,5 часа или сколько, да? Ну, особо мы же до сих пор ничего не предложили этим людям. Мы просто поговорили, да, я опять свое выговорил, там Джамбулат свое выговорил, другой свое выговорил, и все, как бы сейчас эти 2-3 часа закончатся, мы выйдем, и никакого как бы, ну, толчка я не вижу. Сперва за кулисами нужно было что-то создать, потом выровнять это в соответствии с шариатом, и дальше уже людям предлагать, все, смотрите, люди, вот мы расписали программу, вот политическое крыло, там Закаев, не знаю, Джамбулат пусть будут, да, вот они будут действовать действовать в рамках шариата, будут полностью подчиняться, да, там, религиозному блоку, все, они эту работу будут делать. Там, информационно, не знаю, кто там, да, кто под это подходит. Там, НИСО, там, не знаю, кто информационно работает, да, вот эти, они тоже, как бы, да, в этой программе, они будут эту работу вести, там, не знаю, силовой блок, вот, они будут работу вести, и как-то вот эту какую-то программу создать, потом уже людям предлагать. Тогда, может быть, да, люди придут и будут дальше помогать. Я закончил. Алейкум рахматуллах. Рома, если хочешь, коротко, ты можешь ответить ему, а потом мы продолжим наш диалог, иншаллах. По моему мнению, прежде чем вот такой план полгода-год составить, надо прийти к тому, что давай вместе будем работать. Вот призыв номер 1, это то есть сейчас чеченцам вопрос. Здесь многие, я вижу в комментариях, там националистов очень много собралось, вон хай подняли. То, что просто дагестанец свое мнение говорит или к чему-то хорошему призывает. Наверное, на самом деле, это болезнь, которая со времен пророка, который говорил, оставьте это вонючий национализм, это вонючая вещь. Ну, никто не, вот до сих пор, это джахилия никак не уходит из людей. Суть, до этого прийти к тому, что давайте сядем, в общем, вместе будем работать, а потом по этому плану полгода утвердили, на год план, проект утвердили, и дальше двигаемся. Сейчас идет речь, будем вместе или не будем вместе работать, или сядем за один стол, или не сядем. Джамбулат говорит, нет, не сядем. Закаев говорит, я готов. Вы что говорите? Вот об этом речь сейчас идет, как я вижу. Если я не прав, скажите, не прав. Абу-Умар, как садиться, вот как я могу тебе, к примеру, даже обещать, да, что я с тобой буду работать, не понимая, какая работа у тебя в голове, или также ты не понимаешь, какая работа у меня в голове, да. Вот сперва же нужно понимать, да, вот, к примеру, когда даже элементарно ты какую-то фирму, да, создаешь, вот, там же ты ищешь там специалистов, да, работников, которые подходят под твою работу, правильно? Поэтому нужно сперва определить, в какую сторону мы движемся, да, вот по пути нам или нет. А по пути нам или нет, нужно сперва понять, кто о чем как бы думает. Вот тогда уже бывает понятно, все, да, действительно, там вот 10 человек собралось, 8 человек, да, объединились, как бы им по пути, а 2 человека говорят, нет, нам в другую сторону нужно. Поэтому все, как бы они уходят, там 2-3 человека, там 6, 7, 8, да, остаются, и они дальше идут. Это только программа может определить, в моем понимании. Без программы как бы непонятно. Как бы, вот я тебе сейчас не могу сказать, что я, да, все, с Закаем буду работать, с Джамбулатом как бы буду работать, не понимая, как они вообще дальше пытаются работать. Я закончил. Я имею в виду Можно, цель. Вот цель мы обозначили, цели согласились, а методы достижения вот уже надо за стол сесть и обсудить. Как ты сказал, за кадром, не обязательно в прямом эфире и так далее. Абу-Умар, а, бисмилlah. Абу Мухаммад, Халид, Бисмилlah. Слушай, мы можем ставить свое мнение, а то тут они дискутируют между собой, а мы тут в стороне Махмуд, только слушаем. Хази. Махмуд, Бисмилlah. можно, Абу Халид,
Если меня слышно, дайте мне сейчас сделать очень важную ремарку по поводу того, что говорит Абу Заид Абу Умару. Можно, Абу Халид? Махмуд Бек Мобилла. Я хотел коротко там вставить, Тамшин, тут странно заявляют, да, например, если ты что-то хорошее собираешься, даже в исламе сказано, нельзя об этом заранее говорить, надо в тайне содержать, иначе испортит все. А тут человек, масла Абу Заид, предлагает, чтобы все изложили, программу составили, преподнесли, что мы находимся на своей земле, у нас народ с нами, территория, государство, как будто мы сегодня хозяева своей земли и государства. В таких случаях можно дискутировать программы туда-сюда. А что тут? Сейчас мы, допустим, изложим, Джамбулат возьмет всю программу, составит о своих намерениях, что мы как по годам, по кварталам распишет. А завтра человек, который тут вынюхивает среди нас и докладывает, куда следует, понесет к нашим врагам всю эту программу, и они будут хорошо против нас работать. Вот к чему может привести. Я просто удивляюсь, как тут знатоки ислама в таких вещах не разбираются. Все. Спасибо. Махмуд, Дарья, я вообще хотел просто обратить внимание Абу Умара на то, что на самом деле то, что говорит Абу Заид, вот это спор идеологии, как видится путь. А у нас, если вот взять условно я говорю, потому что там тоже есть свои другие деления. Вот если Абу Умар, это на самом деле важно, потому что если ты взялся что-то там решать, нужно понимать вот всю подноготную. Там есть сторонники вот Эмирата, есть сторонники Всемирного халифата, есть сторонники Ичкери, причем Ичкери нескольких видов, да, вот кто-то там, сегодня появилась демократическая партия, да, которые вообще говорят, что религия должна быть полностью отделена. Есть просто такие националисты, ичкерийцы, ну, есть люди, которые говорят, что никакой политики не нужно, а нужно просто силой все это как бы добиться своего, и тогда все будет в порядке. То есть очень много разных течений, очень много разных как бы разногласий. На самом деле вот почему не получится объединиться, Абу Умар, почему мы туда не придем, почему мы уже это проходили. Когда заявляют о каком-то объединении, вот у нас был 17-й год, когда мы вышли на открытое заявление, да, о единстве, и мы призвали людей на митинг, несмотря на то, что было противодействие, туда собралось достаточно, учитывая ситуацию в Европе, очень много людей, 1000 человек мы насчитали. И там были люди очень разных взглядов. Они все туда пришли со своими взглядами, надеясь, что именно их взгляд победит. Мы тогда им объясняли, что вот как ты объясняешь сейчас, Абу Умар, что нам нужно искать общие какие-то пути, точки соприкосновения и в чем-то уступать друг другу. Это мы объясняли, но мы убедились через год, 2, 3, когда начали отпадать вот эти группы, они отпадали только потому, что они приходили туда, на это объединение, в надежде, что именно их проект будет принят, что вот были ошибки, что их видение было самое правильное, и так как они не приняли их единственное правильное видение, они не согласны. Все, это тупик, мы уходим. Уходит одна группа, уходит другая группа. На самом деле, вот эта история, недолгая история, там, 1, 2, 3 лет показала, что эти люди, вот важно понимание самих людей, эти люди не готовы еще к компромиссу. Тут можно что угодно говорить, что угодно делать, пока люди сами не поймут, что компромисс предполагает уступки в чем-то и согласие в чем-то, в каких-то общих для всех вещах, никакого единства на самом деле не получится. На самом деле мы живем в переходной период, и сегодня пока не обозначится новая такая большинству приемлемая идеология, и не появится группа людей, которые способна, жертвуя собой, продвигать эту идею, никакого объединения не будет, Абу Умар.
Вот ты сам в этом убедишься. И даже если ты прочтешь книги, в них тоже это все сказано. Я закончил. Алейкум. Баракаллаху фик. Абу Умар, ты можешь ответить Джамбулату, если хочешь. Если нет, мы предоставим эту возможность другим нашим спикерам. Бисмилlah. Смотри, бисмилlah, Джамбулат. Я понимаю, смотри, что амбиций много, обид тоже много, политических взглядов, как это все осуществить, тоже может быть несколько приверженцев разных идеологических течений и военно-политических течений, тоже как минимум 2-3 здесь, наверное. Но масштаб трагедии и проблема, которая происходит дома, и если даже вы тогда еще это предлагали, когда это предлагали, это было еще, как бы сказать, тогда это было на долгосрочную перспективу, какой-то работы делались. Сейчас идет война, и в любой момент что-то может произойти так, что процесс начнет быстро идти вперед, и надо будет уже какое-то реально одно политическое движение, которое возьмет на себя ответственность. В данном этапе то, что сейчас вы тоже все наблюдаете, так идет так. 70% вот этого политического движения, свои силы, ресурсы, фокус внимания идут друг на друга. И какая-то часть идет на общее дело. Как минимум, вот это объединение и сесть за один стол нейтрализует тот негатив и ту борьбу, которая между внутренними силами идут. Это хотя бы остановить, как минимум примирить, как братья за один стол сесть и чай попить. Это огромная польза. Потому что Аллах сказал в Коране: «Иннамаль му'минуна ихва», поистине верующие братья. Посему Аллах сказал: примиряйте между братьями. Если мы все считаемся верующими, читаем 5 намазов, в сторону Кибли смотрим все, мы должны сесть как братья за один стол. Потом, то есть на тех ясных целях, которые я ему озвучивал. Потом уже метод, как это достичь, кто чем будет заниматься, можно внутри уже шуры это решать. Но сказать, я уже пробовал, это было, может быть, в 2017 году, уже прошло 6 лет, за 6 лет очень много чего поменялось. На сегодняшний день ситуация совсем другая. И я понимаю, что это очень сложно. Прекрасно понимаю, что преодолеть эти преграды, это нелегко. Человек, если есть у него желание, можно много методов найти. Нету желания, можно много причин найти, отмазаться и сесть, ничего не получится. Я уже пробовал. Тот же самый Эдисон, который придумал лампочку, например, он сколько раз пробовал? 1000 раз. И она загорелась. Если вы попробовали 5, и 10, и 100 раз, этого недостаточно, значит, надо еще больше пробовать. Та цель возвышенная, она стоит того, и те жертвы, которые уже есть, и сейчас на данный момент люди под зульмом находятся, это должно нас мотивировать, чтобы мы сблизились, когда есть общий враг. Что-то явно мешает, это больше похоже на какой-то вот амбиции или обиды, я не знаю, но она не похожа. Идеологическая проблема, ее можно решить, потому что есть общие ценности, есть общая религия, есть общие источники, откуда мы берем. Остальное, то есть хотя бы 5-6 пунктов мы согласны, 3-4 мы можем дальше над этим работать, чтобы преодолеть эти барьеры. Было бы желание. От вас нужна инициатива и желание. А дальше можно это дальше развивать и к чему-то прийти. Какая-то часть отсеется, какая-то часть. У вас есть Абдуль-Малик шариатский, у Нисо есть шариатский, и у Закаева есть шариатский Юсуф. Они могут как минимум сесть за стол и сделать шариатский общий комитет. Как минимум с этого начать можно. Почему нет? У них одна религия, они вместе все одни акиды и одной цели. Может, политические взгляды у вас разные, какие-то там подходы разные. Ну, шариат, те ваши шариатские, у них одна религия, один закон, они одинаково учились, и они могут прийти к чему-то. Вот с этого почему мы будем начать, а не откладывать? Я все. Ассаламу алейкум рахматуллах. Абу Халид, с твоего разрешения, пару слов скажу. Ассаламу Стамбул. алейкум рахматуллах. Как являешься
ведущим сегодня, тоже без разрешения можешь задавать вопросы, также участвовать в нашем диспуте. Бисмиллах, Стамбул. Добрый вечер, всех приветствую. Салам алейкум, рахматуллахи баракату. Машвол. Насчет первого, то, что сказал Абу Зайд Машвол, он абсолютно прав, был разговор, была пауза, но это до сих пор актуально. И, в общем, мы будем договариваться, как он сказал, будем обсуждать все это. Я думаю, ничего мы еще не упустили этот момент. Насчет Абу Омара, что ты сказал, почему нельзя договориться. Мы можем и должны договориться, но на условиях, что это должно быть все как бы справедливо. Вот в данный момент мы с вами общаемся со всеми. Неустанно уже несколько лет на нас льется ложь, дезинформация, откровенные вот этот бухтаны. Вот последняя наша поездка в Турцию, вот недоблогер один, который является фанатиком так называемого правительства, да, изгнания, позволяет себе оскорблять людей публично. И мы сколько просили, требовали этого человека остановить, этого не происходит. И вот я спрашиваю об Омар, в данном случае, как ты сам это видишь? Хотят ли люди пойти с нами на какую-то мировую, или просто хотят нас потопить? А сегодня мы видим призывы к единству, что они согласны, что они вот на какой-то гулам опять людей созывают, которые мы уже год назад сделали, уже завершили. Они пришли к этому только потому, что не смогли потопить всех своих оппонентов. Но эти попытки идут, и постоянно они проводятся. Там есть какие-то еще парочка русских, которые просто так откровенно про нас тоже врут, лгут и очерняют, пытаются, да, нас как личность, как организацию. Если вот это вот не прекратится, вот это лицемерие, двойные, тройные стандарты, ничего хорошего из-за этого не будет. Но если, как Билаки Ислам подчеркнул, что люди готовы договориться, просто надо отказаться от этих серых игр и все, быть чистыми и откровенными. Мы готовы были раньше, но сегодня мы увидим, что эти люди просто не хотят, а просто хотят всех подмять под себя. У меня пока все. Стамбул, Баракаллах Фик, тоже хотел внести маленькую ремарку насчет этого. По-прежнему Бартмашу числится, как бы, Бартмашу это числится у правительства Закаева, пресса, на их странице. Бартмашу это как бы нас подозревают в каком-то этом, как сказать это. Короче, не снято с нас еще обвинение и предлагает нам сесть на переговоры. Хочу предоставить слово Джанблату Сулейману. В общем, Абу Хари, тебе спасибо всем. Ну, Стамбул высказался очень коротко. Я думаю, что само начинание Абу Амара и Ислама хорошее, но чересчур обобщенное, слишком уже обобщенное, нету конкретики. И смотри, насчет идеологии, то, что Абу Амар сказал, что можно как-то договориться, я не то, что считаю, я уверен, что самая большая проблема будет в этом. И у нас есть своя идеология, мы ее высказывали и в кратких формулах, мы ее высказывали и в очень длинных статьях. У меня есть в 2019 и 2020 году целый ряд статей именно об социальном политическом устройстве Чечни, и там есть и по Северному Кавказу много чего. Но что я хочу прежде всего заявить, что здесь мы ведем дискуссию очень разбросно по темам, но у чеченцев уже есть пройденный путь. У нас было де-факто независимое государство. У нас была борьба за эту независимость. У нас были яркие политические лидеры. Это все в любом случае выводит чеченцев на определенный уровень среди кавказских народов. Сегодня мы будем бороться за деоккупацию и восстановление чеченской государственности. Общекавказский проект, он всегда был параллельный с чеченским проектом. И во время
шейха Мансура, и во время имама Шамиля, и во время Альбек-Хаджи, и во время Дудаева. Всегда он был параллельно, но он как бы шел всегда следом за чеченским проектом. Там же не хватало таких же ярких личностей, таких же ярких идеологов вот этого проекта. Поэтому от этого проекта мы ни в коем случае не отказываемся, но там есть условия, которые нам нужно будет обговорить, нужно будет договариваться. И смешивать эти два проекта тоже не имеет смысла. У них разные, как бы, у них разный потенциал у этих проектов, и исходные позиции тоже разные. Поэтому, смешав их, они не смешаются, это абсолютно очевидно. Поэтому в этих проектах нужно говорить по отдельности. И вот я хотел бы, исходя из сказанного, выяснить, вы собираетесь делать маслахат и единую какую-то группу на основе чего? Призываете к единству самих чеченцев, но это очевидно, что вы призываете. Или же сразу вот готовится какой-то проект общекавказский. Если да, то я считаю, что нельзя смешивать эти два проекта. Они не смешаются, это абсолютно очевидно. Вот момент, который я хотел бы перевести наше внимание, чтобы мы об этом поговорили. И со мной связывался муслим, я не знаю, сегодня он есть среди слушателей. Если есть, пускай его тоже включат микрофон, и он выскажется по данной теме, потому что она тоже очень сложная тема. Мы не сможем просто так взять и решить проблемы, с которыми сталкивались все наши предшественники, если не поймем, в чем именно заключаются эти сложности. Муслим какой? Муслим СС или другой? Да, Муслим СС имел желание вообще высказаться по этому поводу. Он выходил на связь, сказал, что он тоже будет принимать участие. И вот в заявленной теме был вот этот проект общекавказский у тебя, Абухаль, заявлен был. Вот по этому поводу хотел высказаться. Я просто хотел обозначить, что мы не должны смешивать разные проекты. Они должны обсуждаться подетально и отдельно. Да, прежде всего понятно, что должна быть общая картина, видение общей картины. Но разбирать нужно каждый проект по отдельности. И нужно сейчас понимать, что мы именно делаем. Для меня, к примеру, абсолютно непонятно и не очевидно, о чем, когда говорят об объединении, о чем идет речь. Мы объединяем что? Мы объединяем кого? Вот просто хотелось бы, чтобы была какая-то конкретика, уточнение вот этих моментов. Джамбулат, мы искали тут муслима, мы его не нашли тут, я его не вижу, так как у нас много участников сегодня. Если он есть, пусть он Я напишет. вижу муслима, я могу их включить, Абухалид. Да, включи, бисмиллах. Джамбулат, так, слово муслим передадим или как хочешь, так и сделаем. Но если хочет, Бомар может сказать на мой вопрос, уточнить, что именно имеется в виду, когда он или Ислам Пелакию хотят объединить, кого именно, что, как. Если они не хотят это пояснять сейчас прямо, тогда можно передать слово муслиму. Очень даже хочу, и наш посыл был очень ясный. Так как вообще идет речь о судьбе чеченского народа, Чеченской республики и будущего этого народа, мусульман этой республики, и в этом направлении, которое работает, есть несколько групп активных, есть политические активные группы, есть мусульманские группы и так далее. Даже несмотря на какие-то разногласия, так мы все себя считаем мусульманами, все уважаем Коран и Сунну пророка, все уважаем, почитаем шариат, так как есть общие объединяющие основы, то понятно, что толкование или видение, может быть, этих же вещей у некоторых по-разному, но именно то горе и то печаль и тот же зульм, который дома происходит, если мы хотим от этого избавиться, оставив все прошлые разногласия, оставив все обиды, просто сесть за стол для начала
чтобы мы обсуждали, вот вы обсуждали, чеченцы, именно внутренний вопрос. Кавказский это будет после преодоления этой, наверное, преграды. И эта преграда, если чеченцы не смогут единую какую-то шуру сделать, единую позицию сделать, переходить на общую кавказскую тему вообще смысла нет. Потому что на общекавказском съезде кто будет чеченцев представлять? Ни Жамбулат, он не будет полностью от чеченцев. Также и Закаев не будет, также и другие не будут. Получится, просто будет конкретно от джамата человек придет. Чтобы легитимны эти делегаты были, нужна и общая единая шура чеченцев, и нужен шариатский комитет. Этот шариатский комитет создать возможно сейчас, вот у вас есть каждого шариатский, есть каждого джамат, сесть, чтобы они за стол сели и поставили, разработали план объединения и план шуры. Какая проблема? Почему здесь непонятно? Все ясно и четко. Когда вы переводите именно на понимание политическое поле, где вы там какие-то принципиальные какие-то позиции заняли, это мешает вам, да, сесть и договориться. Но если это в сторону убрать и взять за основу, за ту цель, которая у нас есть, объединиться, деоккупация и установление закона Аллаха, вообще какая может быть проблема? Каким методом, какие этапы, какой план разработать? Тогда, когда мы уже за столом сидим, тогда это намного проще делать. Вот в чем вопрос. Когда изначально нет желания даже садиться, разговаривать, ты блокируешь, когда тебе Аллах приказывает не разделяться, быть вместе, держаться до книгу Аллаха, а вы просто говорите нет, потому что он раньше что-то говорил, или у него там какие-то другие позиции. Это, в конце концов, эта история уйдет. Уйдет те, кто хотели за один стол сесть и найти точки соприкосновения сейчас, в данном этапе, а не в прошлом. И те, которые бойкотировали или не пошли на этот шаг. И в конце концов, то, что вы говорите, единая сила, ваша организация, это организация. Эта организация, она может быть успешной, она может быть прекрасной, она может быть продуктивной, но это не чеченский народ, и она не представляет весь чеченскую позицию. Если даже среди чеченцев есть разные взгляды, разные джаматы, разные политические движения, они должны сесть за стол, чтобы они в конце концов избавились от оккупантов и смогли сами решить будущее своей республики. По-другому, каждый сам по себе, даже успешная организация одна сама по себе не может решать за всю Чечню и за весь чеченский народ. В том числе и закаевская сторона. Почему, они тоже говорят, почему тот же Ислам Белокоев им с ним не согласен или за них с ними не работает. Он говорит, потому что вы не представляете всех чеченцев. Если вы представляли бы единую шуру, я бы с удовольствием работал бы в информационном поле на вас и поддерживал бы всех, как бы, вот эту шуру и чеченский народ. Но так как это опять вы разделены, я не хочу одну сторону занимать и против других говорить и так далее. Потому что, как я говорю, вы много тратите время и сил на то, что вы друг друга между собой, как бы у вас есть информационная война. Эти силы должны тратиться на общего врага. Вот о чем речь. Баракаллаху фикум. Салам алейкум. Можно пару слов сказать по поводу? Мегердуй? Можно, Элеро, Мегшло. Да, поскольку тут пошел разговор о легитимности, да, то у меня вот, естественно, возникает вопрос к Абу Умару. Знает ли он историю деятельности, в кавычках, Ахмеда Закаева за последние 25 лет, по крайней мере, и знаком ли с тем, как Жамбулат и его товарищи с 19 года делали множество попыток к объединению всех в Европе? И следующий вопрос, вот за этим у меня второй будет. Как может он, Абу Умар Сосветлинский, способствовать объединению или вынесению какого-либо решения в соответствии с шариатом, получив от самозваного председателя какого-то правительства в изгнании, когда получил паспорт и сомнительное гражданство шриф? Он что, считает легитимным Закаева? И знает ли он, какое было решение шариатским судом вынесено в начале Второй войны, кажется, где-то в 2002 году по поводу этого самозваного изгнанника? Все, я закончил. Баракаллаху фик, Джамбулат. Ты слышишь, ты в эфире?
Если да, слово, то передаю тебе, или если муслим слышит, то передадим муслиму. Абу Халид, Сахашон, ассаламу алейкум, ва баракату. Саламу алейкум. Приветствую, муслим. Бисмилlah. Совестствовал Мегардуй? Муслим. Он сахазмется, ты, наверное, меня это плохо слышишь. Каждому... Меня слышно? Слышно. Ты меня слышишь? Слышу, да. Муслим. У нас каждому спикеру предоставляется 10 минут, отводится 10 минут, и я попрошу тебя и других спикеров, если слово передадут, то уложиться в это отведенное время. Бисмилlah, 10 минут, муслим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем братьям. Я здесь практически с самого начала присутствую, слушал вступительную речь Абу Умара и все, что после идет обсуждение. Поэтому, в общем, сейчас постараюсь за эти 10 минут пробежаться по всему, что здесь было высказано. Первое, когда здесь говорят о проекте, есть ли какой-то проект, так здесь как Джамбулат отмечал, что у чеченцев есть проект, это государственный проект Республики Ичкерия, и проект имеется здесь, нет вообще вопроса о проекте, он у чеченцев есть с самого начала. Поэтому вопрос не стоит, какой у кого проект. У чеченцев однозначно есть проект, это освободить, деоккупировать свою территорию и восстановить свою государственность в первую очередь. Поэтому насчет проекта, когда здесь люди говорят, здесь надо, наверное, конкретизировать. Не о проекте, наверное, как таковом идет речь, а о каких-то договоренностях, о каких-то договорах. И как здесь Абу Заид говорил, что вот что-то он хочет письменно увидеть, это уже речь не о проекте идет, а речь именно о договоренностях, что и как кто будет делать. Поэтому это чуть-чуть другое, по-моему. Это первое, что я хотел сказать. Потом, когда здесь Абу Омар говорил про демократию, я не знаю, здесь все, которые присутствуют, здесь присутствуют сторонники нормального понимания исламского государства. Здесь присутствует вот Махмуд Бибулатов, это один из тех, кто стоял у истоков формирования этого государства, был одним из главных лиц Вайнахской демократической партии, которая на чеченском тогда с самого начала произносилась как Вайнехан Джамаат, то есть вот это демократическое, то, что делалось приставка, это имелось в виду как общее. Не в западном понимании. И этот же Махмуд Бибулатов здесь может подтверждать, что и в 91 году на съезде в декабре в этой Вайнахская демократическая партия на съезде ставила вопрос о введении шариатских законов. То есть с самого начала у чеченцев не было с этим проблем. Да, это поэтапно к этому шли. И то, что у нас демократическая там республика, что-то было написано в Конституции, это никогда не понималось так, как понимается Западом или практикуется Западом. Это у нас изначально не было. Поэтому здесь вообще это обсуждать или надо, получается, друг другу задавать вопросы, кто и что имеет в виду или понимает под этим. Потому что вот этих каких-то маргиналов, которые сегодня как партия себя называют, появились, их здесь среди нас нет, и это вообще маргиналы среди чеченцев, которые не имеют такого веса, чтобы вообще говорить об их мнении. Это второе. Третье, проблема терминов, когда вот эти термины, там, конституция, парламент, республика, они говорятся. Здесь, Абу Омар, я это как бы в первую очередь и к тебе обращаюсь. У нас, знаешь, какая колоссальная проблема, когда люди говорят о чем-то, не имея знаний, не имея или политических знаний, это обычно обыватели об этом обсуждают и говорят, или люди даже без высшего образования какого-то специального. И каждый свое понимание начинает, когда говорить или навязывать, или навешивать, это фитна происходит. Это можно возвращаться к хадису Рувейбида, когда говорилось, что вот эта колоссальная проблема есть. Когда многие люди говорят то, о чем у них у самих хорошо знаний нету, или практики, или опыта нету. То же самое касается и когда исламские толиб, студенты начинают что-то говорить и комментировать, тут вопрос,
они сами какими знаниями обладают, чтобы вот так что-то говорить и комментировать. Поэтому в этом есть колоссальная проблема. Мы видим, что для кого-то, когда говорится парламент, все, для него это там тагут, знак равенства, для кого-то республика это тагут, знак равенства. Вот в этом есть колоссальная проблема. И вот это связанное с Ичкерией, с чеченским государством, все время попытка или найти что-то в нем такого таутского или кафирского, она делает большую фитну между чеченцами и остальными, и да, и внутри чеченцев. Но здесь надо задавать вопрос, кто говорит, на основе чего он говорит, и вообще по какому праву он говорит. Вот эта вот пресловутая демократия у нас, она присутствует именно сегодня, когда все говорят обо всем, об общем, и об государственных делах, об общей умме делах, и об исламе говорят, все говорят. И тут-то вопрос, они обладают ли каким-то знанием, чтобы вот так публично говорить среди людей и распространять свои взгляды, мнения или заблуждения. В этом есть тоже колоссальная проблема. Теперь, что касается низамов, снова вот это, здесь, когда проект говорилось, как я сказал, у чеченцев есть проект, у Джамбулата есть проект, или у Закаева есть проект, это восстановление государства Ичкерии. И они следуют этому проекту. Есть потом дополнительный низам 2002 года, где уже начинается расхождение, но это не вопрос проекта, Абу Омар. Это вопрос именно управления, государственного управления, как это управление будет происходить. И вот с этим у нас проблема была в 90-е годы, она как бы в 2002 году решилась, нормально эта система работала, потом провозглашение Имарата произошел раскол, потом в самом Имарате, мы помним, 2010 год, тоже кризис происходил. И вот эта система как нарушена, получается, которая как цельная была восстановлена в 2002 году. Это не вопрос как проектов каких-то государственных, это вопрос именно управления государством. По каким правилам, кто и как это будет управлять. Это все должно быть вот так обсуждаться на встречах. Конечно, не на публичных встречах, а на таких встречах. Если у кого-то есть обвинения в сторону или какие-то вопросы, ну, их можно разобрать. Я, например, всегда говорю, что у кого есть вот такие какие-то обвинения, давайте будем разбираться, как у нас это принято в шариатском суде. Если кто-то выдвигает обвинения, то это должен быть судья, третья сторона, которая будет потом определять, кто прав, кто не прав, кто справедлив, кто несправедлив в своих обвинениях. Вот с этим колоссальная проблема. У нас вот этого понимания правового государства, у нас этого нету, среди даже наших братьев нету. Каждый думает, что вот так, то, что он голословно, красноречиво где-то заявляет или о чем-то пишет, что это, значит, так и есть. Это нету, это просто сказанные слова, которые в суде, если не доказаны, это просто слова человека. Это правовое государство, все должно проходить именно через суд, через юристов. И только тогда это будет государством. А если это не происходит вот так, через суды, через шариатское разбирательство, это или будет приводить к кулакам, или к пистолетам, к оружию, или просто спиной друг к другу будут поворачиваться, и каждый будет доволен собой. Вот это колоссальная проблема, Абу Омар. У нас это не только среди чеченцев, это вообще на Кавказе присутствует, может быть, и даже вообще среди мусульман. Теперь, что касается кавказского проекта, как Джамбулат сказал, с самого начала, я сам много об этом говорил, что у кавказцев всегда был общий кавказский проект. Каждый на местах и боролся лично за свой дом, за свое село, за свою свободу и независимость, но всегда и кавказцы приходили друг другу на помощь. Это исторический факт. Мы это видим буквально до начала 20 века, что кавказцы всегда друг друга поддерживали, старались объединиться. Потом Советский Союз, большая пауза, в 90-х годах это снова повторяется. Конфедерацию народов Кавказа создавали, чеченцы там были во главе, и чеченцы там, которые присутствовали, это были те, которые представляли и власть на местах в самой республике. Джамбулат об этом здесь говорит, когда говорит, что
со стороны чеченцев, те, которые выступали за общее кавказское государство, как Кавказский союз, в лице, в первую очередь, и Джоухара Дудаева, он был президентом, в этом деле участвовали люди, которые были и депутатами, и были вице-президентами, и были президентами потом этой республики. То есть вот такие лица со стороны чеченцев всегда выступали, и с начала 90-х годов за общекавказское. Но когда общекавказское не получилось, по факту образовалась Чеченская республика, и какие-то братья потом начинают видеть в этом национализм. Хотя здесь не проблема чеченцев, что она тогда сама по себе образовалась. Потом мы помним попытки 99-й в Дагестан, в Абхазию до этого чеченцы ходили, и потом в Дагестан ходили. Это не закончилось удачно. И вот последняя попытка, когда был Имарат Кавказ провозглашен. С Эмиратом Кавказ мы знаем, что как бы этот проект, можно сказать, закрыли события, которые произошли в Сирии и в Ираке. Поэтому со стороны чеченцев никогда не было проблем поддерживать общекавказскую тему. Мы сами, среди чеченцев, которая всегда была элита, она понимает, что даже сами чеченцы не будут свободны, если этот Северный Кавказ не будет свободен. Для нас это очевидно, как дважды два, что для того, чтобы Чечня процветала, была нормальным, развивающимся государством, регионом, надо, чтобы и Дагестан, как минимум, и Ингушетия были свободны. Здесь просто вот вопрос поочередности. Для чеченцев сейчас в первую очередь, так как у них свой этот проект был, он у них шел, сегодня он у них снова вот так же на виду, его поддерживают, поэтому основном концентрация пока на своем вот этом проекте. Но общекавказское мы никогда не отталкивали, мы всегда поддерживали и будем поддерживать. Поэтому все, 10 минут мы истекли, Абу Умар. Это вот такие темы, которые вот так, наверное, за один раз здесь не проговорить все. Муслим, Расул. Джамбула. Абу Халид, с твоего позволения я коротко очень скажу по выступлению Муслима. Кратко, содержательно, емко и по существу. Я просто остерегался затрагивать эти темы, потому что они очень широкие, но Муслим все быстро, коротко охватил. Вот когда говорили, есть ли у нас какой-то политический проект, было несколько раз программные заявления, были статьи о том, что сегодня только чеченцы на Северном Кавказе обладают субъектностью, политической субъектностью. Когда Абу Амар, когда ты говоришь, что если мы будем идти на какой-то маджлис, и я не буду представлять весь чеченский народ, это абсолютная правда, я то же самое говорю. Но тем не менее у чеченского народа есть субъектность политическая. Это его пройденный путь. И та борьба, которая сегодня идет, и то, что сегодня в чеченском народе есть много разных политических партий, это тоже говорит о том, что есть живой процесс. Подобной политической субъектности, к сожалению, нет у соседнего народа. Сегодня никто не может представлять весь Дагестан и даже отдельно взятый какой-нибудь дагестанский народ. Варцев, Таргинцев, Кумыков. Нет такого. Не было там какого-то, я не знаю, акта, который избрал бы такого представителя от целого народа. И как будут эти люди договариваться? Это невозможно. Возможно только объединение каких-то людей, у которых единая идеология, единый интерес. Тогда это будет не представители народа, а люди, которые объединены одной идеологией, и которые хотят уже через эту идеологию объединять Северный Кавказ. То есть это разные пути. И Муслим абсолютно прав, когда мы рассуждаем о высоких каких-то вещах, но не имеем о них четкого представления, не имеем какой-то определенной образовательной базы, то всегда это ведет к очень сильным, плачевным последствиям. Ну, наверное, нам нужно будет тогда разобрать все эти темы по полочкам, по отдельности их как бы раскрывать эти все темы по отдельности. Даже на одну тему нам сегодня эфира не хватит. В общем, это коротко то, что я хотел сказать по выступлению Муслима и поблагодарить его за очень содержательное выступление, которое как-то оголяет вот все, что вы сегодня вышли с хорошей инициативой, какие трудности эта инициатива имеет, вот, как эти проблемы решать. Да, Расул Муслим.
Дайте мне еще сказать, вот Джамбулат может подтвердить, Абу Умар, я вот по несколько дней назад, когда с Джамбулатом связывался, я вашу инициативу, твою инициативу поддержал, когда ты в IC в чате выступил, я после тебя выступил, тоже сказал, что поддерживаю, надеюсь, что у Абу Умара получится это довести до конца. Я с Джамбулатом об этом тоже говорил, и Джамбулат, как здесь, мне отвечал, что вот так, что это ему пока не кажется реальным или осуществимым. Но я что хочу сказать, если даже Джамбулат это так говорит, то если вы проведете эту встречу, и если она у вас получится результативной, я уверен, что Джамбулат или его команда в стороне не останутся. Поэтому постарайтесь докончить то, что вы начали, Абу Умар. Я надеюсь и поддерживаю то, что вы хотите сделать, в первую очередь, как ты говорил, среди чеченцев, а потом надо и общекавказскую какую-то шуру сделать. Я это поддерживаю. И я думаю, что Джамбулат, если посмотрит, как у вас эти встречи пройдут, может быть, они, если увидят, что в этом есть и благо, и что это реально как-то из себя пользу представляет, они не будут в стороне держаться. Все, Может, я просто хочу подтвердить, что да, если все, в чем есть благо, мы, мусульмане, обязаны поддержать. Я хотел бы передать слово Абу Умару. Абу Умар, так как не часто у нас гость, и хотелось бы ему отвести более чем 10 минут. И у нас есть вопросы в основном к Абу Умару. Если Абу Умар не против, я передам тебе слово, и можешь ответить Муслиму или Джамбулату. После этого, с твоего позволения, я начну задавать вопросы. Бисмиллах, Абу Умар. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Мне муслим, Свободный Кавказ, муслим же, да, СС, по-моему, слышал о нем тоже. В общем, то, что ты сказал, брат, не добавить, не убавить. Внутренние ваши темы вы лучше знаете меня. Я туда вообще, как вы заметили, вообще не лезу. Я говорю об общих позициях, да, в общих вещах, как Джамбулат сам заметил, тоже не углубляясь, потому что мы начнем глубоко ковырять или детали обсуждать, там прийти к одному очень сложно. Прежде чем в детали переходить, надо основам, как бы, фокус на основ, корень. Вот, взрыв корень проблемы где? Просто я до сих пор не могу услышать от Джамбулата обратную как бы реакцию в плане того, что та ситуация, которая находится в Северный Кавказ в общем, а в частности Чечня, там можно умножить на 2 и 3 спокойно, тот зульм, который там происходит, то, как люди там страдают, и те, как в Европе братья хотят вернуться, некоторые постарели, хотят, чтобы их похоронили дома, дети портятся. Там внутри детей тоже какой-то путь неправильный пытается там поставить, и Ахмад Хаджи, по-моему, путь называется, и так далее. Ну, там проблем куча. Это не проблемы такие бытовые, это реально проблемы религии. То, что люди портятся, дети в Европе, это будущее ахира, вечная жизнь. То, что люди в гнете зульма дома, это большая проблема. И если даже вот такие общие чеченского народа проблемы их не сплотило, не толкает на один стол переговоров, чтобы они между собой объединились и уступили где-то, простили где-то, даже если он свой проект считает лучше, но путем шуры, даже в демократии тоже есть такой, да, парламент, они там голосуют. В исламе есть система шуры. Вот шура, она собирается, и ахль-халь, да, есть компетентные, и шариатские, и политики, кто разбирается, и в истории, кто знает, и военное дело, кто разбирает, есть муджахиды. Просто, если сесть, это столько зульма, которые мы потерпели, и теперь тоже терпите, это вас не толкает, значит, недостаточно зульма, да, и еще больше надо, да. Что нужно сделать так, чтобы вы одумались? Всевышний Аллах посылает испытания, чтобы люди задумались, что там не так. Они вернулись к своей религии, чтобы покаялись, вернулись к Аллаху. И когда Аллах приказывает объединиться,
сказали, сам анватан, слушаемся и повинуемся у наш Господь. Раз ты приказываешь, мы готовы. Если Джамбулат говорит, ну вы идите, мы потом посмотрим, как там потом, может, присоединимся, ну, потом получится так, что потом тоже будет сложно, потому что вы не участвовали в этом процессе, и получится, как бы вы это сами начали, сами дальше двигаетесь. Аллаху алям, как это потом дальше пойдет. Если у вас есть идеи, есть видение, есть политический какой-то опыт, почему вы это для будущего своего народа, ради Аллаха, не кинете на стол и не будете также голосовать, участвовать? Но опять-таки речь о равной позиции. Там не должно быть закаиваться больше, или вашей команды больше, или там меньше. Там не должно быть хитрить. Там должен быть честный, искренний подход. По-другому не работает эта формула. Всевышний Аллах не дает тауфик, если вы не искренны. Всевышний Аллах не дает тауфик, если вы не честны и справедливы. Не дает тауфик, если ваше руководство не Кур'ан и Сунна. Об этом речь. И с самого начала, и сейчас. Ничего не меняется. Вы будете детали обсуждать Конституцию какого-то года. Масхадов, рахималлах, так говорил. У нас есть герои. Они есть. Но они были готовы, наверное, когда нужно уступить, готовы были на компромиссы ради общего дела, личное оставить. Если у тебя есть видение, она может быть на 80% правильно, а 20% она неправильная, потому что это ты со своей точки колокольни так это видишь. Может, с другой стороны, люди так не видят. Ну, надо просто отстаивать на шуре, доводы приводить и четкую программу разработанную предлагать, план предлагать и так далее. Ну, как бы каждый на свой, сидя дома и говорит там, ну, вы сделайте, мы посмотрим, может быть, это не есть самая правильная позиция. Хотя, опять-таки, вы свободные люди, у вас есть право на это, но лучшая позиция, я имею в виду, более правильная, по моему мнению, чтобы те люди, которые активны, и шариатские, и политические, и военные, они должны за один стол сесть. Да, то, что Муслим Исет сказал, очень много некомпетентных людей пытаются рассуждать о глобальных, больших вопросах. В том числе, например, тот же муджахид. Среди муджахидов есть большое такое самомнение, что раз он и воевал, и он уже имеет право там, что он должен быть правителем, он должен решать. Если он был амир какой-то группы, он все считает уже без 5 минут халиф уже, или правитель. Ничего подобного, братья. Если вы ради Аллаха воевали, награда ваша у Аллаха. И ваша степень, если Аллах принял, тоже у Аллаха. Халид ибн Валид воевал лучше вас, больше вас. Он был прекрасным военным. Он был родословный, у него вся вот отец, и оттуда еще военные были. Он был прекрасным полководцем, который по сей день его стратегию изучает. Но он не был халифой. И даже не был шуре халифа Умар ибн Хаттаба. Там был молодой Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Почему он там был? Потому что он был ученый. А Халид ибн Валид был военный. Халид ибн Валид, там, где был похоронен в Хумсе, там даже он не был правителем этого Хумса, не то, что там свой халифат. Он был военным, он занимался военным делом. Когда поставили командиром, он был командиром. Когда был полководцем, Когда Умар его снял, он был простым рядовым муджахидом. И то было ради Аллаха, и это было ради Аллаха. Будучи амиром, шахидом, стал тебе шахада, иншаллах. Будучи обычным муджахидом, тоже шахада. И также 72 гури. Но если ты воевал, ты думал, что ты должен решать, воевать можно быть, будучи автоматчиком, штурмовиком, можно быть офицером и амиром, а можно быть генералом и стратегом. Это разные уровни, и генералами и стратегами можно обсуждать государственную тему, именно защиту государства или там и так далее. А с автоматчиком то, что он о себе очень хорошего мнения, это значит, что с ним обсуждается безопасность или другая вещь. Вот этот момент очень большая проблема, что многие лезут в общее дело, будучи некомпетентными. А на самом деле это общее дело, огромная ответственность, и ошибка здесь может быть стоит очень много жизней и очень много проблем. И наоборот, тот, на кого это надевает, он должен отказываться от этого. Их должны просить: иди, брат, у тебя есть опыт, знания, помоги нам. И не западло, подождите, братья, еще один момент, что нам помогут арабы, турки, дагестанцы помогут, азербайджанцы. У кого есть чуть больше опыт, пусть помогут. Почему нет? Дубай или Катар, такой процветающей страной не стало, потому что они только катарцы и дубайцы их строили. Они со всего мира специалистов пригласили. И компании самые крутые пригласили. Заплатили им хорошие деньги и сказали сделать им вот этот
водяную систему, очистную систему, электричество и так далее, все, что им нужно. Когда мы друг друга советуемся, при разных наций, ну, у нас есть цель одна, и советуемся, это делает нас сильнее. Как сказал посланник Аллаха, саллаху ма хаба ман исташар, никогда не пожалеет тот, кто советовался. Аллах описал верующих, говоря, амрухум шура байнахум, их дела между собой совет. Я сейчас уже в следующем уровне советоваться с азербайджанцами и грузинами, например, потому что у них чуть-чуть больше политического опыта, потому что они уже дольше независимые, хотя у них тоже не все идеально. Может быть, зато они 30 лет уже живут в своей стране. Это не западло, это не зазорно, можно всегда чему-то научить. Тот же самый пророк, учил битва при Рве, это Роу Капат учил перс Салман, который принял ислам. Они не говорили, мы арабы и хурайшиты, что ты бывший перс, бывший поклонник, нас учишь. Нет, он хорошую идею подал, они взяли ее. Никаких проблем, это стало причиной защиты мусульман, Медины. Поэтому вот высокомерно выкидывать, надо советоваться. И если есть там доброжелатели, которые нам могут и опытом поделиться, и совет правильный дать, и специалистов привлекать, это все для нас сейчас необходимо. Но для этого нужно в первую очередь чеченцам сесть за один стол. В чем проблема Джамбулат и другие, если они уверены в своих позициях, уверены, что они могут свою позицию обосновать доказательствами, правомерности, что это правильно, или методы у них есть хорошие, почему не сесть за стол? Вот, открой свои карты, поставь на стол. Вот тогда уже будет понятно. А так вы там дальше двигаетесь, я не верю, и я посмотрю, это слабая позиция. По мне, опять это мое мнение, вы можете быть согласны, не согласны, со стороны виднее, Аллаху. Абу Амар, я хочу пояснить позицию, чтобы это не выглядело, как будто я сказал, вы двигаетесь, я посмотрю. Абсолютно это не так. Я как раз таки, наше движение, оно продвинулось именно в этом вопросе дальше всех, и даже, мне кажется, некорректным, я уверен, что это некорректно к людям, которые именно в этом вопросе трудились больше всех других, говорить так. Это как бы не обвинение, не упрек, но это как напоминание правила, общепринятого правила подобного вопроса. Я могу ошибаться, я человек, я просто уверен, что из этого ничего не выйдет, но я поддержал муслима, потому что я могу ошибаться. Если я ошибусь, я тогда скажу, что я ошибался, и как мусульмане благое поддержу, это имел в виду. А не говорю, что вот идите, я посмотрю. Нет, мы уже прошли этот этап, который сейчас вы собираетесь сделать, хотя ислам Белокиев говорил, что война внесла какие-то корректировки, именно в принципе вот этого объединения эта война никак не меняет. Да, и война выявила активно, неактивно, это всего лишь один аспект, но все другое, что было обозначено, то, что туда не будут на равных идти обозначенные правительства чеченские. Закаев заявил, он всегда так заявляет, что он придет на любое собрание, он туда, вот спроси его, придет ли он туда не как премьер-министр правительства Ичкерии. Вот там вопрос для тебя сразу решится, будет ли это собрание на равных. С этим, если даже я согласен, ради маслахата, мне это раньше не было проблем. Ты знаешь, что с этим многие не согласятся. И вообще у меня такое предложение, если как бы предложение тем, кто хочет делать маслахат, объединить людей, чеченцев, разные политические силы. Для начала начните с того, что оттуда исключите именно Закаева и тех, кто себе говорит, что это правительство. Там есть большой вопрос, являются ли они правительствами. Если их втягивать в один процесс, это уже все равно будет неравно, и туда не будут идти люди. Это мой как совет тебе. Вот начните с этого. А иначе туда не придут те, кто никогда не согласятся с тем, что Мухаммед Закаев не такая же очередная какая-то политическая группа, а именно правительство. То есть та группа, которая в ответе за весь народ. С этим очень многие политические силы не согласны. А знаешь, они туда просто не придут. И дело даже вовсе не в том, что туда не придет единая сила. Туда не придут многие такие значимые имена. Я не буду называть их, потому что у меня уже был опыт, когда я назвал, и с их стороны были претензии, почему ты нас назвал. Хотя они именно так и думают, как я говорю, и они выговаривали это. Но вот такова проблема, Абу Амар, понимаешь?
Поэтому мы, пройдя уже вот эти этапы, поняв, что из этого ничего не выйдет, мы просто избрали другой путь. И если мы сможем встретиться, я был в Турции, мы не смогли с тобой встретиться, я могу уже подробно как бы рассказать о том, как нам этот путь видится. Поэтому мы не просто хотим отстраниться, мы уже обозначили путь, мы идем по этому пути и просто не считаем нужным вообще идти в тот процесс объединения, где будут заседать вот эти так называемые правительства. Мы знаем, что это такое. Мы знаем, с чем это едят, и мы знаем, что из этого ничего не выйдет. Вот такова наша позиция. И вот когда вот так я говорю, скажем, человек неосведомленный, он может действительно вот со стороны посчитать, что там что-то личное. Но я уже приводил доводы, почему там ничего личного нету. Там есть принцип, который мешает именно объединению. Пускай скажут, что ладно, в прошлом году, когда мы делали съезд, до этого вообще даже сам наш проект выставлялся на смех, высмеивались. Вот у нас там есть, то есть сперва, как это было сказано, чтобы сейчас зарегистрируйтесь у нас в Минюсте, говорил Закаев, а потом уже мы будем с вами разговаривать. Вот такой подход был. А где это Министерство юстиции? Но ее нету, мы сейчас ее создадим, и потом там зарегистрируйтесь, и потом сами будем говорить. А потом, когда уже нам надоело вот, упрашивать, бегать, это смиротворная ситуация, это бутафорное правительство, это бутафорное министерство. И ломается сам принцип, унижаются люди, которые стремятся к единству, подавляется вся инициатива. Многие инициативные чеченские группы были подавлены именно таким подходом вот этих псевдоправительств. Нам движение, не то что до того еще, как было движение, вот, организации Борт-Маршо, потом мы создали ассамблею чеченцев Европы, вот, при помощи, и была отдельно вот эта украинская тема, где были добровольческие батальоны. Благодаря этим двум направлениям удалось как-то еще активировать полностью задавленное вот это чеченское политическое движение. Давили их, и никто-то другой, там не кадыровцы здесь их давили, там не русские ФСБшники давили. Именно вот такой подход. Вот мы правительство. Почему вы без нас что-то делаете? Любая всякая инициатива давилась, подавливалась. И в итоге, когда мы в прошлом году объявили о съезде, не было речи до этого о съезде. Уже захотели туда прийти. Мы сказали, ну ладно, проходите, но не как правительство. А почему никак? Потому что если это правительство, зачем нам вообще съезд проводить? Просто должны подчиниться этому правительству и идти дальше. Но согласны с вами, чеченское общество, это правительство? Признают вас все как правительство? Нет. Вот поэтому для объединенной чеченской диаспоры проводится съезд. И это получается абсурд, что вы туда приходите как премьер-министр. Вот сейчас спроси у Закаева, как ты придешь на вот это собрание? Как премьер-министр? Тогда это уже не имеет никакого... То есть сама суть объединения ломается. На равных там уже не будет. Понимаешь, Абу Омар? В общем, проблема такова. И я хочу просто пресечь, что у нас такое заявление, что вот вы делаете, а мы посмотрим. Нет, мы как раз-таки уже это делали. Мы убеждены, что из этого ничего не выйдет. Мы видим другой путь, и поэтому мы не хотим туда идти. Ну, я просто дал оговорку. Мы люди, мы можем ошибаться. Если мы вдруг ошиблись, и у вас получится, мы, как любое баракатное дело для мусульман, признаем это, признаем свою ошибку. Баракаллаху фик, Джамбулат. На самом деле, позиция, то, что ты говоришь, если идет об объединении чеченцев и на общие цели, приходить, что я уже как бы правитель, и вы мне должны подчиняться, этот подход там вообще не подходит. Я с тобой в этом согласен. То есть там будут все движения на равных. По-другому, то есть я тоже не вижу, что это есть какой-то смысл, что я уже, юридически, то, что он говорит, какой-то правомерность и то, что они унаследовали, как бы сохранить, чтобы его просто не аннулировать, это их было единственное предложение. А так, он, что придет в виде премьер-министра, а все вы подчиненные, нет, такой подход, это изначально, это утопия. Даже об этом речь нет. Речь идет, что все стороны придут на равных, на эту общую шуру.
И даже голосование, одинаковое количество даже членов должно быть, чтобы могли что-то реально общее сделать. Если там заранее они или себя уже как бы старшим правительством назначили. Я говорю, юридически это нельзя аннулировать. Это на самом деле какой-то платформа, на чем можно дальше двигаться. Это мы все понимаем. Но именно что влияние и роль будет играть на равных правах шура, и они будут равны в этом маджлисе, это как минимум, это та основа, на чем мы говорим. Мы не говорим, чтобы кто-то пришел уже готовым правителем, в плане, что он сейчас будет вами командовать. И те заявления, которые он делал, суды открывал, это тоже мы считаем, что ненужные вещи это все. Даже эти вопросы можно тоже закрыть, если нужно, для маслахата. Это уже просто вопрос переговоров. Я уверен, что можем, если я скажу, это то, что вы объявили в розыск или кого-то там приговорили, это все было лишнее, я уверен, что они это уберут. Этот вопрос закроется. Это прошлые заявления, когда вы друг друга информационно, вы там заявление сделали, они сделали, там, обвинили вы, обвинили они, куда-то уже зашли далеко. Это можно все стереть, простить, убрать эти какие-то вот приговоры и так далее. И даже мы также Закаеву, тема такая же была, что по шариату, если он делаем суд, и где он прав, не прав, чтобы ему это предъявили, и он также хотел иск обратно дать тот суд, который ему сделали, почему без его причастия сделали, и у него есть тоже претензии к этому. Эти вопросы с точки зрения шариата решить несложно. Опять вопрос желания. Приходить на общую чеченскую шуру на равных, это уже как однозначный вопрос. То есть только с этого позиции разговариваю. Баракаллаху фикум. Если можно, я тоже сказал бы пару слов. Спасибо, Абу Омар, я понял твою мысль. Слово тебе тогда. Лорд Свистрела, маршал. Добро пожаловать. Eller Vistula Gmor. Салор. Маршал Лорд Вистрел, да, Ислам, Вистрел. Касаемо объединения и то, что туда должны прийти люди, я тоже согласен с тем, что никто не должен туда приходить как король, как ведущий, что вот он пришел, а все остальные ему подчиняются. И когда мы разговаривали с Ахмедом Закаевым, и он выразил свое согласие туда прийти, при условии, что у него он не может отказаться от правопреемственности власти, то есть даже не говорилось о том, что он будет лидером. Здесь вообще не говорится, он, по крайней мере, вступительно, он уже дает согласие, что если будет какое-то объединение, и это объединение решит, что не он должен быть лидером, а кто-то другой лидером, пожалуйста, он уже на это соглашается. Просто он говорит, что нужно сохранить эту правопреемственность власти. Не чтобы он был лидером, а чтобы правопреемственность была. И с этим набором, с этим условием он говорит, я приду туда. Но не как лидер, не как король, не как человек, которому все другие должны подчиняться. И что мы говорим? Чтобы Джон Булат Сулейманов, и чтобы братья из НИСО, Абу Заид, все они туда пришли со своим набором условий. Если мы сразу же изначально будем ставить условия, что тот, кто приходит туда, должен отказаться изначально от этого, и только тогда мы, придем туда, тогда зачем нам где-то встречаться, если мы уже заранее от своих позиций отказались? Нет. Мы должны сперва там встретиться со своим набором позиций, со своими условиями, со своими взглядами, все это взять, как я уже говорил, под мышку, прийти туда и на месте уже разобраться. Если мы не соберемся в одном месте, мы не сможем это разобрать, мы не сможем понять, кто прав, кто не прав. И уже тогда мы разберем, и это не будет, я сразу же скажу, за один день, за час, за два, за три. Там надо будет и 5, и 6, и 7 встреч провести. Так всегда было. Ни одно политическое движение не объединялось за 1 час или за 2 часа. По крайней мере, я такого не знаю. В основном всегда было неделю, месяц, собирались, где-то съезжались и каждый день проводили длинные, многочасовые встречи, разговоры, дискуссии.
Но так это будет. Не будет это за один день. И мы, если мы действительно боимся Аллаха, если у нас действительно есть желание соответствовать истине, и мы ищем в первую очередь довольство Всевышнего, недовольство того или иного человека, недовольство нашей аудитории, недовольство наших друзей, близких и знакомых и соратников, а довольство Всевышнего, то мы обязаны, у нас нет другого выбора, прийти туда и решить этот вопрос. Сесть за стол переговоров, взглянуть в глаза своим оппонентам и решить этот вопрос. Туда ведь придет не только Ахмед Закаев, туда ведь придет, если придет не только Джамбулат Сулейманов, не только там братья из НИСУ, туда придут люди, которые друг с другом конфликтуют, которые друг другу, извиняюсь, там чуть ли не такфир выносят. Есть же люди, которые такфир выносят Ахмеду Закаеву, и они тоже туда должны прийти. То есть это не будет так, что вот Ахмед Закаев будет сидеть где-то там в красном углу, и все ему будут подносить чаши, и яства, и кушанье. Нет, такого не будет. Я на такое не согласен. Я считаю, что должен быть круглый стол, где все равны, где каждому будет даваться, вот как здесь, по 5, по 10 минут высказаться. И так по кругу каждый человек сможет высказаться. И таким образом нужно приходить. Но заранее требуют, что если ты туда хочешь прийти, если ты хочешь, чтобы я туда пришел, то ты должен вот заранее отказаться от тех-то и тех-то своих взглядов. Но это нонсенс. Это нонсенс. Тогда зачем нам собираться, если мы уже готовы отказаться от своих взглядов? Нет, мы должны сперва туда прийти и там уже решить, чьи взгляды правильные, а чьи неправильные. Если мы действительно делаем это ради Всевышнего в первую очередь, и потом ради общего блага. Если же мы это делаем ради своих личных амбиций, из-за своих обид, из-за своих каких-то недовольств, ну тогда, извините, но в этом случае мы должны признать, что эта группа, либо эти люди не являются искренними. Они вот юлят, но они не хотят довольства Всевышнего и не хотят объединения. Я закончил. Ислам, У меня вопрос к исламу. Просто двоякий можно понять ислам, твой разговор сейчас. Смотри, ты сам говоришь, что надо отказаться и прийти сначала, а потом ты говоришь, что не надо отказываться от своего. Мы говорим, что то же самое Жамбулат и Барт Маршал, да, до того я вообще как познакомился с этими ребятами, да, нашими земляками, они проводили эту работу, то же самое было сказано года 4 назад, что должны встретиться, что все должно обговориться несколькими встречами, вот дорожная карта, но это превратили в шведский фарс, и мы знаем, чем это закончилось, да, круглый стол в Швеции, и чем это закончилось. То же самое мы сейчас повторяем, и там же было сказано, что люди должны прийти на равных, как цен, ногти, кенты, без всяких этих регалий, которых на самом деле нету. Вот если даже и будет кто-то встречаться, будет встречаться только так, как все равноправные сторонники независимости. Вот Абу Омар сказал, что какие-то там ихние прокуратуры, которые вынесли решение, должны аннулироваться. Это даже не обговаривать, это по-любому должно быть. И не только аннулироваться должны. Люди, те, которые себе позволяли такого рода действия, должны понести какие-то наказания, потому что это откровенная ложь и бухтан. И сегодня недоблогер из Финляндии, опять же, оскорбляет и наводит людей бухтан, опять же, дезинформация, лживая информация на весь мир. По крайней мере, что он делает, что он может, он это делает. И одновременно мы сейчас говорим о каких-то переговорах. Вот это все, есть там нестыковки, Абу Омар. Понимаете, вот когда мы говорим, что люди хотят мира и справедливости, а работа по очернению своих оппонентов, она не останавливается ни на секунду. Вот как это понять? Я не могу это понять просто. Или мы равны? Первый вопрос тебе был, второй вопрос Абу Омару.
Так вот я Стамбул, отвечу на Ислам, можно я сейчас в том же конве, в том же русле, что Я Стамбул? думаю, люди потеряют тогда нить этого Не, вопроса. это важный момент, Ислам, важный момент. Знаешь, смотри, вот ты говорил насчет того, что нонсенс, чтобы люди шли на объединение, предварительно отказавшись от своих убеждений. Мы не предлагаем никому отказываться от своих убеждений, но согласись, что также нонсенс искать объединение, где если мы согласны с тем, что уже есть вот это правопреемственность власти. Сама проблема возникла из-за того, что не было этой правопреемственности. Тут опять путают с одним вопросом, с тем, что как будто Джамбулат хочет празднить чеченскую власть, которая, мол, есть, вот, страна есть, ее просто оккупировали. Нет, я ничего не могу там аннулировать или игнорировать. Если мы не будем смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами, мы никогда ничего не добьемся. Страна независимая была, да, боролась против агрессора, да, ее завоевали, да, посадили туда марионеточную власть, да, народ сегодня находится в его подчинении, да. Оттуда вышли кто? Оттуда не вышел ни один президент в правительство изгнания. Они все стали шахидами на этой территории, до конца отстаивая свою независимость. Люди, которые ими были назначены как представители за рубежом, сами на себя взяли вот это обязательство преемственности власти. Никто не наделял, ни народ, ни президент, ни эмир, никто их не наделял этими полномочиями. Вот в этом есть основная суть проблемы. Вокруг этой проблемы мы сегодня ищем как бы решение. Если человек туда приходит с условием, что вот я готов на все, на любое условие, готов переговаривать, готов там искать согласие, но вот я против того, чтобы обсуждался вопрос правопреемственности, это уже ломает всю суть вот этих переговоров. Причем, если бы это было бы одно правительство, даже незаконно узурпированное, это еще ладно, тогда мы смирились бы, я лично. И тогда я это говорил, и сейчас повторяю, и не перестану повторять. Для меня вообще не было проблем. Но когда ты делаешь какую-то важную для деоккупации работу, а тебе говорят, или ты с нами, или ты с ним, или ты с третьим, то есть тебя опять загоняют в рамки. Вот это ломает всякую инициативу тех, кто хотел бы трудиться ради независимости. И сегодня мы не можем вообще вести какой-то процесс консолидации, согласившись с тем, что есть преемственность власти. Если она есть, все наши вот эти движения, они бессмысленны просто. Мы не должны этим заниматься, мы должны подчиниться этой власти. Вот это честно. Если же ее нет, тогда мы должны объединяться уже с условием, что нет вот этой преемственной власти, и мы ищем сейчас выход из положения. Вот в чем вопрос стоит. Ты закончил? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Доброго времени суток. Хотел бы сказать от лица Я простого человека. могу وعليكم говорить. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بارك الله фик, подожди немного. Перейдем, иншаллах, к основным нашим вопросам. Джамбулат, ты что-то хотел сказать? Джамбулат сказал, мне можно ответить два вопроса? Пускай Ислам ответит, Абу Халид, пускай Ислам ответит, и вот этот тот, который хотел сейчас высказаться, пускай тоже он. Не закрывайте никого, пускай выскажется. Хорошо, прозвучало два вопроса. Ислам, ответишь один вопрос, по-моему, тебе и другой Абу Умару. Бисмилlah. Касательно того, что я якобы, я не знаю, где я это сказал, что сперва я сказал, что нужно отказаться, а потом не нужно отказываться. Я такого не говорил, я изначально говорил. И в своем первом аудио, которое я у себя выложил в телеграм-канале, что нужно все брать под мышку, все свои взгляды и туда приходить. И только там решать, кто прав, кто виноват. Невозможно взять и заранее от всего отказаться, от своих взглядов и просто прийти. Нет. Если бы так было, тогда нам не нужно было бы объединяться и где-то разговаривать и общаться. Нам нужно сперва туда прийти и там уже решать, кто прав, кто не прав. И вопрос и правопреемственности, и неправопреемственности. Все это нужно решать там.
А касаемо также обвинения, вот то, что брат Стамбул сказал, что вот нас обвиняют, нас оскорбляют, он назвал блогера из Финляндии, я так понимаю, он имеет в виду Мусу Лабаева, и я, чтобы Абу Омар был в курсе, он просто не в курсе всего этого. Здесь очень часто бывает так, что в комментариях люди просто заходят, допустим, неизвестные, да, условно говоря, никому, и начинают. Я, допустим, там, он пишет, этот комментатор, я поддерживаю Джамбулата Сулейманова, закаевцы такие-сякие, плохие, начинают их оскорблять и так далее, и так далее. И сторона Закаева начинает выставлять у себя или в своих чатах комментировать. Вот, посмотрите, что говорит сторона Джамбулата Сулейманова в комментариях. Они нас оскорбляют. А никого не интересует тот факт, что это комментатор, он никому не известен. И вообще не факт, что он является сторонником Джамбулата или нет. И даже если он является сторонником Джамбулата, какие у него взаимоотношения с Джамбулатом? Джамбулат ли ему это сказал сделать? Джамбулат поддерживает его оскорбление в адрес Ахмеда Закаева или нет? Это не обсуждается. Сразу же берет слова этого комментатора, взваливают на плечи Джамбулата Сулейманова и требуют, и обвиняют Джамбулата Сулейманова в тех оскорблениях, которые он не делал в их адрес. И то же самое, что сейчас говорит Стамбул, он берет блогера Мусу Лабаева из Финляндии, известного человека, который заявляет, что он является сторонником Закаева, и его слова взвешивает, взваливает на плечи Ахмеда Закаева, и все те оскорбления, которые он слышит там, в свой адрес со стороны Мусы Лабаева, он в этих оскорблениях обвиняет Ахмеда Закаева. Хотя Муса Лабаев не является ни членом правительства, не является, он не находится ни в группе Ахмеда Закаева, ни в его команде. Даже в ВНС, есть вот телеграм-канал ВНС, даже там Муса Лабаев не выступает. Изначально он выступал, сейчас у них появились разногласия из-за его вот этих жестких, резких высказываний. И он сейчас там даже не выступает. То есть он не имеет с Ахмедом Закаевым ничего общего. Вообще. Да, он говорит, что он является сторонником Ахмеда Закаева, но и другие люди тоже говорят. Есть люди, которые говорят, что являются сторонниками Джамбулата Сулейманова, я их даже по именам могу назвать, если надо будет, которые тоже матерят, которые ко мне заходят и меня матерят. И моего отца упоминают, и мою мать упоминают только потому, что я, видите ли, не поддерживаю Джамбулата Сулейманова, только потому, что я не говорю, что Ахмед Закаев такой-сякой, и что я не выбираю вот эту сторону, что я не становлюсь полностью на сторону Джамбулата Сулейманова. И эти люди находятся в команде Джамбулата Сулейманова, в его окружении. Но я же не буду сейчас Джамбулата Сулейманова в этом обвинять. И говорить, мол, этот мне сказал, я же не буду ходить Джамбулату Сулейманову. Поэтому эти обвинения, они абсолютно не имеют под собой никакой почвы. Вот то, что сейчас Стамбул говорит и обвиняет Ахмеда Закаева в действиях людей, которые с ним даже не связаны, даже не являются в его команде. От этого нам нужно отказываться. Вот от этого нужно отходить. Если мы кого-то критикуем, если мы с кем-то не согласны, то нужно быть не согласен за конкретные вещи, а не пытаться обвинить этого человека, будто Джамбулат Сулейманов или Ахмед Закаев, во всех смертных грехах. И, как я сказал, если мы не приедем, не встретимся и не обсудим, мы эти проблемы не решим. И туда нужно приходить со своим багажом претензий, взглядов, позиций и тому подобное. Я закончил, баракаллах. Теперь можно Абу Омар ответить. Ислам, я с тобой в корне не согласен. Этот человек выведен в такой статус, потому что так легко уходить от ответственности. Это раз. И во-вторых, ты говоришь, что он никак не связан, а он напрямую связан и является официальным рупором, так как его вот эти вот русские недоблогеры, которые тоже официально где-то не состоят, да, как ты можешь сказать, утверждать. Я, по-моему,
вижу, что ты или сильно ошибаешься, или видишь именно так, как тебе это хочется. Этот человек является официальным рупором именно Закаева. Если Нету он ни одного является заявления, где кто-то... официальным рупором, официально означает, что это где-то зарегистрировано, это написано, это Официально обозначено. Покажи человек, это. именно его видео выставляется на всех их сторонниках, которые есть вообще возможность их, да, вот это информационные. Вот эти вот русские недоблогеры и вот этот финский недоблогер буквально вчера и позавчера сидят и опять посягают на честь нашей организации, наших лидеров. Так что давай не будем вот, двойные Ну, стандарты давай не подходить. будем, давай. Ну, я с тобой не согласен. Ислам, хорошо, баракаллах фик, Стамбул, я тебя полностью поддерживаю. Официальный представитель Маутия Финляндия. Так может Абу Омар скажешь сейчас? Да, слово передадим Абу Омар. Абу Омар, бисмиллах. Бисмилля. Алхамдулилля, вассаляму алейкум. Братья, на самом деле, если параллельно те, кто представляет Закаева, ваш адрес, нелицеприятные слова говорят, вы можете сказать, у нас есть позиция, у нас есть вот такие-то условия, мы готовы прийти на общий маджлис, но до этого вот это взаимное оскорбление надо прекращать и с вашей стороны, и с их стороны. И вот вы можете мне это, например, как сказать, как посыл мне дать. Я не знал, не знаю этого человека, блогера. Если вот такой существует, и он на самом деле вредит объединению, общему согласию, мы скажем с их стороны, скажите этому человеку, прекращай. Сейчас не время на пожар бензин подливать, наоборот, надо тушить. Это очень легко добиться, просто это не повод, чтобы мы не пришли к одному. То есть, как сказал Ислам, ваши баба, то, что у вас есть, ваши идеи, видения ваши, принесите на общий стол, и пусть там обсуждается, на равных, как мы сказали, и до этого условия, чтобы и вы, и те прекратили взаимные обвинения. Кроме комментаторов, может быть, даже комментаторы под левым именем тоже какие-то провокации. Да, может быть, из спецслужб тоже могут быть всякие тролли. Не исключайте. Но если это имя известное, то легко могут со стороны Закаева обратиться к ним и сказать прекратите. Я могу им это сказать, чтобы им сказали прекратить. Я уверен, что они отреагируют правильно. Поэтому это не проблема. Это помеха, как вот мухи летают, жужжат и мешают. Но это можем остановить, никаких проблем нет. То есть, если я говорю, цель, она великая цель, и она имеет значение для всего народа. И ради этого мы должны искать средства для достижения цели, а не причины, как бы не достигать ее, как бы не договориться. У арабов есть пословица, что арабы договорились, чтобы не договориться. Им можно было договориться и свою проблему с Палестиной решить за один день, но они договорились не договариваться. По-моему, чеченцы, опять мы к этому возвращаемся, что мы договариваемся не договориться. Если мешают люди, вот мы эту тему закроем. Если нужно на равных, это условие, это вполне справедливое условие, мы его принимаем. Что еще нужно? Вот вопрос, да. Видели? Бисмиллах. Абу Халид, дай я все-таки выступлю сейчас. Абу Омар, ты закончил, нет? Мне показалось, ты закончил. Закончил. Абу Омар, я вообще не хотел бы, конечно, акцентировать внимание на вопросы, которые сейчас между Стамбулом и Исламом, но ради справедливости, да, скажем, если мы все-таки делаем какое-то примирение, то должны быть сняты некоторые вопросы. Я однажды влез в маслаат между Яндербиевым, Зелимханом и с одной стороной, у них конфликт там случился. Зелимхана я знал с 90-го года, когда еще не было независимой Ичкерии. Но он был намного старше меня, и он меня обвинил. Жамбулат, я тебя уважаю, потому что у нас дружба очень старая, но ты не должен был влезать в маслаат, перед этим не выполнив условия маслаата. И он оказался прав, так как он был мудрее, старше. Ради справедливости, вот те комментаторы, которые
не имеют имен, я не могу за них отвечать. С нашей стороны был всего лишь один человек, это Казбек Айтукаев, его все знают. Я тоже его знаю очень давно. Но у него особая ситуация, там покушались на честь его матери. Я его просил не ввязываться, не вести такой диалог, где переходит за границы приличия, где... Но он сказал, что если со мной поступает так, то оставь меня, я готов уйти с организации. Я не отпустил его с организации, чтобы он не стал объектом нападок, чтобы не посчитали его слабым. Но он сказал, что он будет нарушать и будет отвечать за свою мать, вот как на него покушаются. А на его мать покушались очень сильно. Это мы знаем для всех мусульман и кавказцев, покушение на честь матери, это очень сильно. Помимо вот этого одного человека, никто не сможет назвать ни одного имени, чтобы со стороны нашей организации были какие-то вот подобные вещи. Но я сейчас тебе могу назвать официальный, вот, целый перечень официальных лиц. Это Мырбек Тарамов, который прямо открытым текстом стукачил на спецслужбы европейских стран, прямо призывая их: вы где находитесь, вы не видите, чем занимаются эти люди, это исламские радикалисты. Было прямое заявление в Верховную Раду от Саидмагомеда Хачукаева, он тогда был председателем Совета старейшин в Закаевском правительстве, который прямо вот стучал в Верховную Раду, когда мы именно с Верховной Радой, с ее комитетом внешних связей и межпарламентской деятельности, когда мы проводили работу, полезную для чеченского государства, вот, было открытое стукачество. Потом те же Курочкины, читая Курочкиных, они являются официальным представителем, это официальное государственное телевидение в правительстве Закаева, и они на их телевидении нас чернят очень часто. И, кстати, Муса Аламаев, будучи неофициальным человеком в правительстве Закаева, был гостем в официальном вот этом телевидении у Курочкиных, когда вчера на днях заявлял о том, что я встречался где-то с Удуговым, а это сегодня звучит как обвинение. Пускай сегодня он докажет, что я с ним встречался, и, мол, с тобой встречался, что мы там какой-то страшный проект готовим, какой-то заговор. Но если он это не доказывает, это же просто балаболство, и это должно быть иметь ответ. Да и сам Закаев, он издавал постановление о антигосударственной деятельности с его точки зрения нашей организации. То есть это и от него лично исходило, и от его ближайшего круга исходило. Ничего подобного нам предъявить эти люди не могут. То есть пока эти вопросы не решены, это не касается лично меня, это касается большой группы людей нашей организации. То есть как мы, это тоже, для меня это не принципиально важно, я тебе сразу скажу. Но для людей, которые состоят в моей команде, для них это будет важно. И пока этот вопрос не будет решен, не будут соблюдены условия маслахата. Это одно просто. Но не главное. Главное, я сказал, сама суть, если у нас есть преемственность власти, вообще о чем мы говорим? Почему мы все туда, вот эта преемственная власть, она значит правильно, верно, все должны туда идти подчиняться. Но почему не идут туда люди? Ладно, я плохой политолог, плохо разбираюсь в политике, я неправильно там рассчитал, что не было этой преемственности, что она оборвана. Но почему тогда другие, почему не идут именитые его чеченские командиры, которые последние вышли с лесов, которые с самого начала были в украинском там конфликте за Украину против России? Почему там, я не знаю, депутаты наших чеченских парламентов обеих призывов не идут? Почему туда не идут другие важные политические фигуры? Почему они не согласны с этим? У них тоже нет мозгов, у них тоже нет политического видения. И если это правительство есть, то зачем мы вообще сейчас стараемся что-то объединить? Вот, если мы честные люди, если мы люди, которые подчиняются низаму, мы должны просто подчиниться этому правительству. То есть эта проблема, не я его придумал, это не придуманная проблема, это не единая сила эту проблему придумала, она реально есть, эта проблема. И приходить туда, говоря, что я согласен на любые условия, но не позволю трогать там преемственность власти, это уже условия, которые ставят тех, кто идут с ним на переговоры, в зависимое положение от этого условия. А все остальное это просто для отвода глаз. Я ни на что не претендую, но вот преемственность власти, вот она есть, пускай там кто-то будет другой, а что, если она есть, и что он заявил, что это он ее сохранил, это уже понятно, к чему это идет. Мы же не маленькие дети, мы все это понимаем. В общем, проблема есть.
ты сейчас взялся за решение такой проблемы, от которой рад не будешь однозначно. И вот почему это сейчас я тебе только показываю те верхушки проблемы, из-за которого мы уже пройдя все это, не считаем, что это сейчас будет иметь успех. Мы просто нашли другой путь выхода из этого положения. Можем увидеться, поговорить. Но если даже это не получится, то нас же никто не переубит в том, что мы, в чем мы уверились после 7-летнего труда. Нас же никто не сможет за один день, за одну встречу переубедить. Всего лишь одна история, вот, чтобы ты лично знал, может, ислам там другие знают, вот, чтобы ты лично об этом знал. Смотри, мы предоставили свободную площадку и приглашали все стороны туда сесть. Другие стороны честно отказались, что они придут туда. И они отказывались честно именно из-за Закаева и из-за его политической манеры, скажем, общения. То есть они знали, что этот человек может играть именно в политику по Макиавелли, когда они вели политику по-чеченски, так скажем, да, по средневековому. Вот сказал слово, если не сказал, не сказал, если сказал, сказал. Если дал клятву, клятва не нарушается, это святое, клятву преступлением понимаем. То есть эти люди еще до нас несколько раз сталкивались с клятвопреступлением, с нарушением данного слова, с виеватыми какими-то фразами. И они поэтому отказывались от этих встреч. Ахмед Закаев заявлял, что он согласен, но он не придет на эту встречу. И у него есть вот идея сделать садака от погибшего президента Аслана Масхадова 7 марта в Берлине. Вот вы туда приходите, мы там поговорим. Мы понимали, что человек просто нас, что он не готов идти на нейтральную площадку, что он зазывает на свою площадку. Мои товарищи меня отговаривали туда идти. Я сказал, что если человек не идет к нам, как пословица, если гора не идет если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду, или наоборот, я сейчас не помню. Да. Но факт, что если одна сторона не идет, то хотя бы другая должна идти. Мне пришлось через большие усилия уговорить товарищей, там, и то это было так неопределенно, да. Я пошел туда и пошел с конкретным проектом. Там был доклад, там была дорожная карта, там было 9 этапов. Вот как сегодня ислам говорил, за один раз не сядешь, все проблемы не решишь. Это должно было затянуться на год, но 9 этапов. И когда мы туда согласились на это, уже разошлись, уже идти, я поехал туда с 4 товарищами на вот эту площадку Закаева. Там были очень жаркие дебаты. Это было нелегко, чтобы ты понимал, потому что я был в окружении его людей. Там на нас были наброски: ты мусульманин, ты молишься, ты чеченец. Вот такие несуразные нападки были. Я это все проглатывал, чтобы просто донести то, что я туда принес. И было договорено, что мы встретимся, проведем круглый стол. Первый стол, чтобы просто вот сесть и пожать друг другу руки, начать процесс. Вот этот первый круглый стол, он откладывался в течение целого года. За тот год, в который мы должны были пройти 9 этапов. Почему откладывался? До тех пор, пока не состоится встреча в таком формате, который выгодно Закаеву. В причину брались ковид, отсутствие того, третьего, четвертого. Люди теряли свои билеты, деньги купленные, накупленные билеты, разочаровывались. Уже мы же кавказцы такие, загораемся, если не получилось все, потом уже этого человека не затащишь туда. Там отказались украинские, отказались турецкие некоторые. И когда все уже подошло к тому, что, вот, как говорит он, и когда мы действительно, наша команда, вот один человек нам занес, наш товарищ, ковид, и вся команда заболела, тогда произошел к концу года шведский фарс под названием «Круглый стол». И там сидел лично Ахмед Закаев, сам поливал, я не знаю, вот человека его ранга, это было недопустимо вообще. Эти видео до сих пор есть там. И после этого были ультиматумы в нашу сторону. Когда мы отвергли, вообще кавказцы, чеченцы никогда не примут язык ультиматума. Тогда уже были вот эти постановления насчет антигосударственной деятельности. И им было заявлено, что он более никогда не сядет за стол переговоров с нашей командой. Только после того, как он сам пресек вот эту линию, нами было решено, что мы больше уже никаких дел с этим человеком иметь не будем. После этого мы начали проект и по созыву съезда, по созданию единой силы, после всего этого. Это чтобы ты просто знал. Вот сегодня мы готовы к единству, мы встретимся с кем угодно.
Но я предлагаю тебе провести первую встречу, съезд без этого человека, без его команды. Тогда ты сможешь собрать очень много людей разных. Но если там будет Ахмед Закаев, будет его команда, ты многих не наберешь в этот проект. Многие там не окажутся. Но это вот как бы мое мнение. Сам смотри, думай. Джамбулат, салам алейкум, баракаллах. Могу я приступить к нашим основным вопросам? Пару вопросов из голосового чата и еще два вопроса, один-два вопроса, которые нам было прислано. Была. Ухали, ты ведешь, я тоже здесь такой же участник, как все, ты сам решай. Тогда я перейду к вопросам. Первый вопрос Абу Омару. Сейчас слышно меня? Меня слышно? Да, слышно. Ага. Абу Омар, считаете ли себя Умар компетентным и правомочным решать вопрос, касающий уровня целой страны с жертвами 1/3 от числа их населения? Как человек, полностью ознакомленный с предметом спора, на основании обращения от лица, которому уже единожды было проведено шариатское расследование в течение многих месяцев или лет, и в отношении которого уже был вынесен смертный приговор, но не приведен в действие. Вот такой вопрос был прислан за даму. Бисмилля, алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Чтобы призвать людей к перемирию, я уже в первой части сказал то, что сказал. Ваша ситуация и общем кавказская ситуация Северного Кавказа, Мусульманской Республики, это, не знаю, если конкретно нас это волнует, что мы под зульмом, и многие представители Кавказа в хиджре, и их дети портятся, и нам надо что-то делать, и в день, когда придет возможность, а мы окажемся не готовы, это будет очень печально. И компетентный в плане, что с вами разбирать детали всех происшествий прошлого и зацикливаться на этом, я некомпетентен и не собираюсь это делать. Это вы сами должны сесть за стол компетентными людьми, кто я озвучивал, кто разбирается в истории, начиная там становления имамата, и до этого, и после этого, и Первая война, Вторая война. Я помню, мне 19 лет было, когда Первая война началась. Я видел руководителей, ну, все равно я был молодой, 19 лет, 20 лет, это не так много. И с того момента наблюдаю за этим процессом, уже прошло 20 чем-то лет уже. И, конечно, тесном и общение с теми, кто участвовали, и ветеранами, и так далее, и по сей день также. То есть я в теме. Но я не захожу в детали. Детали, когда вы обсуждаете, у каждого своя правда. Каждый, сейчас Джамбулат, как говорит, он видит, как со своей башни, как видел, он говорит. Сейчас мы будем разговаривать с Закаевым, он будет эту же картину смотреть с другой стороны, со своей башни. И ему будет другая картина видеться там. И каждый вот так, если начнем в детали уходить, мы ни к чему не придем. Я говорю, Аллах приказал нам объединиться, есть на что объединяться, есть общие цели, есть руководство от Всевышнего Аллаха и Сунна, ислам есть. И есть понимание вообще вака, ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот этого достаточно, чтобы призвать и быть просто парламентером. Со мной Джамбулат до этого связывался, мы с ним общались. И с его шариатским Абдульмаликом я тоже общался. И, то есть, это их инициатива была со мной пообщаться, мое видение услышать. И также со стороны Закаева такой же интерес был. Я с их шариатским также на связи, я уже 10 знаю. И с Закаевым тоже я поговорил. И сказал, что я вижу, и как они видят, они тоже сказали, как ты Джамбулат там. Теперь Тумсо я тоже с ним был на связи, я давно его знаю, но в последнее время, конечно, я с ним на связи. Кто там вот именно на Майдане политики, кто-то есть, да, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то
информационной части Темцов больше имеет как бы свою работу. В политическом он, конечно, слабый. Но те, кто есть, с теми, они оба эти стороны проявили интерес и со мной советовались, общались, переговаривали, свое видение говорили. И была инициатива, раз кафиры над нами смеются, что оппозиционеры между собой как бы грызутся, и ситуация у нас плачевная, и Аллах нам приказывает объединиться. Это была причина для того, что мы такую инициативу с исламом предложили. И я именно ислама в команду именно для этого примирения включил, так как ислам более осведомлен в чеченском вопросе, так как некоторые выступления, которые на чеченском я могу не понимать, и там может быть какие-то детали, опять я оставляю это на ислама. Суть я призываю тому, что Аллах призывает. Я призываю чеченских активистов благоразумию. Если есть претензии, за стол обсуждать. Если Джамбулат как бы пытался это раньше сделать, но не получилось, и есть какое-то разочарование или там понимание, что, может быть, даже это неуспешный проект. Я даже помню, когда мы, кавказцы, здесь дагестанцы, объединялись в Стамбуле, один из старых ветеранов, он сказал, вы 20 лет шуровали, надоело шуровать, и он захлопнул дверь и ушел. Ну, шура имеется в виду, шуровать надоело, говорит. Кроме с Аллахом прошло несколько месяцев или полгода, год, у нас все получилось. У нас до сих пор шура работает, у нас есть шариатский комитет, и мы до сих пор объединились. Хотя там были такие же стороны, которые друг друга обвинили в серьезных обвинениях, и был конфликт. Мы просто справедливо сделали, сели эти маджлисы, обговорили, выговорили все, что хотим выговорить. Потом, в конце концов, пришли к одному, и до сих пор шура действует. Валлахи, до сих пор ни один маджлис за 4 года мы не вышли, чтобы поругавшись, чтобы к одному не пришли. Мы всегда приходим к одному, даже если ты считаешь, что это не так, но большинство проголосовало, и все, мы принимаем, вместе чай пьем, улыбаемся, руки зажимаем и выходим. Это же вещь, я уверен, и тот, который так ушел, который видел, как и вы видели, разные моменты в жизни, которые его отталкивал от этого, хлопал дверь, уходил, через год вернулся, и он до сих пор член шуры, и сейчас он вообще по-другому к этому относится. Если бы я в свои глаза, своими, это не видел бы, я бы, может быть, даже не предложил бы это. И чеченцы здесь также не объединились именно по этим же причинам. Потому что на равных не сели за стол, и каждому не дали свой голос и слово, просто хотели под себя подмять. Теперь, то есть, объединяйтесь подо мной, это не работает. Объединяйтесь за круглый стол, где все равны, и обсуждаем, и к чему-то приходим, это работает 100%. Когда мы четко озвучиваем цель, когда все на равных, это все работает. Было бы желание. Нету желания, значит, человек личный опыт, свои обиды, свои какое-то там что-то ставит выше, чем общее. Общая проблема огромная, и ее последствия, если еще там в Европе задержаться 20-30 лет, вы увидите, что половина этих детей кавказцев, они будут обрусевшие, объевропевшие, там кто-то с сережками, кто-то полбоксом и так далее, и так далее. Кто-то уже откажется от религии. Сейчас их единицы, а в будущем их будут тысячами. А вы будете спорить, правопреемственность, ты это сказал, ты тот никуда не пришел, я с тобой там не работаю. Мы говорим, мы делаем маджлис, отсутствие с одной стороны людей, это как мы вообще назвать? Можем представителя шариатские, я сказал, с той стороны, и шариатские с вашей стороны, и шариатские с стороны НИСО. Это, вот с этого надо начинать. И для этого от вас просто одно слово нужно. Вот это 2 часа мы здесь сидим, сказать, Абу Умар, раз у тебя есть, вот ты со мной советовался, если есть какое-то видение, ты видишь свет в конце туннеля, вот на шариатской, поступайте в соответствии с шариатом, как Аллах нам велит. Мы, мусульмане, будем следовать этому. Если ты это скажешь, этот маджлис можно закончить. Все остальное уже за столом, и с точки зрения шариата, все можно разбирать. Если есть предъявы, предъявить. Если есть обиды, высказать и ради Аллаха друг друга простить. Если Закаял к этому пришел, что он говорит, Абу Умар, я готов, вперед. Значит, он тоже сделал какие-то выводы. Где-то он, может быть, понял, этот путь не так не работает. Где-то он сделал с ними шариатские, другие, которые ему советуют правильный путь и правильный подход. Есть какая-то перезагрузка.
И где-то вот именно с того, что он шишки набил, и понял, может быть, так не работает, где-то ему насиха сделали. И это хорошо, что человеку под 70 лет, и он готов. Теперь нужно мяч на вашей стороне поля, и нужно, чтобы вы гол забыли. Вы сейчас нам начинаете, мы это видели, мы пробовали. Да, конечно, пробовали. Вы пробовали, как вы видите. Вы не пробовали с точки зрения шариата, именно по исламу. Шариатские это не делали, это вы делали политики. А политик каждый на себя дело тянет. Он себе как маслихат делает, как он видит делает. А у шариатских есть один общий закон, есть общее руководство. Я уверен, что если шариатские включатся в процесс, это 100% успех будет иметь. В Аллахе я убежден в этом. Но проблема, что вы, политики или военные, не даете шариатским хода, и в конце концов мы приходим никуда. Сейчас то, что вы отдельно... Что бы вы ни делали по отдельности, клянусь Аллахом, вы не сможете сделать то, что этот вопрос решит, именно вопрос народа Чечни. Если Закаев сам по себе будет, он тоже не придет к этому. Это путь, который вы проделаете, огромный путь, в конце вы придете никуда. Потому что, чтобы общий чеченский народ представлять, нужны все активисты со всех сторон. Все ахлуль-халь, авторитетные люди, которые готовы. Среди них есть авторитеты, которые, как вначале говорил, которые расслабились и не готовы, и не хотят. Но те, кто хотят, и те, которые умеют авторитет и опыт, они должны сидеть за столом. В том числе и со стороны Закаева. Почему они должны вообще отсутствовать там? Среди них есть люди, и которые Аллаха боятся, и шариат знают, и ради шариата воевали, в том числе Абдуль-Хаким и другие. А почему ты можешь их на ноль умножить и вообще проигнорировать? Они разве не заслужили того, чтобы хотя бы право голоса там иметь? В Аллахе заслужили. То есть они жизнью рисковали, и в Чечне воевали. Почему-то в сегодняшний день мы просто их умножаем на ноль, потому что среди них есть или там Закаев. Вопрос Закаев и Джамбулат на первых маджлисах не нужны. Нужны ваши шариатские. Нужно ваше желание, нужно ваше какое-то ваше благородство нужно, где когда мы оставляем обиды свои какие-то прошлые, и мы ради Аллаха идем дальше, просто перешагнем через это. А потом, если есть претензии, которые можно предъявить с доказательством, это можно, это же шариатский комитет чеченский, который создадим, к нему этот вопрос поднимать и разбирать с точки зрения шариата. Какие-то вещи можно личностно ради Аллаха простить. Тот же суд, если даже Закаева приговорил, он тоже был отсутствие самого Закаева. Его сторону никто не слушал. Она может быть вполне справедливая, а может быть вполне вообще несправедливая. Аллаху алям. Его надо рассмотреть. В то время это больше звучало как приговор, а не как суд. Между Ичкерией и Имратом был конфликт конкретно. Там людей убивали, друг друга приговаривали. Это конфликт именно интересов две политические движения, военно-политические движения. Теперь мы уже должны преодолеть этот путь, мы должны перешагнуть это все. И снова листа на круглом столе это обсуждать. Вот к чему мы призываем. Мы не говорим, что Закаев придет и будет говорить, я премьер-министр, вы мне подчиняйтесь. Он понимает, он это юридически так говорит, ну, физически, де-факто это не так, поэтому чеченцы все ему не подчиняются. Но он считает эту позицию держать, что, может быть, это как бы для переговоров с Западом и так далее, имеет какую-то юридическую силу, и это должно сохраниться. Это его мнение. Она может быть рабочая, может быть не рабочая, Аллаху алям. Мы не хотим в детали уходить. Мы говорим, дайте платформу и возможность тем братьям. Зачем вы шариатского себе Абдуль-Малика взяли? Зачем вы тот взял Юсуфа шариатского? Для того, чтобы они по шариату вас направляли. Когда Аллах им приказывает держаться за веру Аллаха и не разделяться, они должны выполнять этот приказ. И когда вас призывают благочестие и богобоязненность, вы должны с этим сотрудничать. Вот о чем речь. А вы нас тянете опять те дебри, старые грабли, туда наступает. Это не нужно. И если вы отказываетесь, в Аллахе, братья, клянусь Аллахом, дел просто по горло. И эти темы, как только заходишь, тебе столько стрессов, столько нервов бывает. Вы со мной сами связались, вы со мной какие-то темы обсуждали, и я вас призвал к тому, чем Аллах призывает. Единственное. Выбирать этот путь и слушать то, что Аллах призывает, это вам решать. Не договоритесь, будем еще лет 10, 20, 100, 50 под зульмом, под оккупацией, и будем обвинять друг друга всю жизнь, пока не умрем. И обижены друг на друга. Подход именно такой чисто политический голый, он не дает вам вместе сесть. И ему не дает, и вам не дает.
уберите это политические темы, давайте сядем именно шариатски. Шариатским всегда можно общий язык найти, потому что политика видения разные, а шариат один. Вот этот призыв, я думаю, он очень простой и ясный, но я говорю об одном, вы мне говорите о другом. Вот о чем речь. Если вы меня пригласили сказать мое мнение, я вот в этом я вам говорю. Поставьте шариатский за круглый стол. Пусть они начнут переговоры. И не говорите, что мы посмотрим или мы уже пробовали. Вы то, что пробовали, и то, что вы делали, это было совсем другое. Это был политический подход. И он сложный. И видения разные, и характер разный. Закая у него совсем другое видение. Вот я, может быть, совсем другое видение. Теперь именно это видение и здесь не дало чеченцам объединиться. До сих пор 4 года ни к чему не пришли. Потому что не было равного подхода. Чеченцы, они тоже считают, что с ними надо советоваться. Особенно, я говорю, те, кто люди авторитета имеют свой вес и слово, с ним надо считаться, с ним надо встречаться. Если вы раньше это делали, правильно делали, но где-то не получилось, это не значит, что мы должны это второй раз пробовать, перестать, или третий раз. Хоть 10 раз делать. Те, которые убили человека и маслахат хотят сделать, они же, может, с одного раза не простили, что они оставляют это, и они других отправляют, еще других авторитетных людей подключают. Всячески пытаются вопрос закрыть. Почему мы не пытаемся? Это же не вопрос одного человека жизни. Это же касается многих людей жизни. Особенно чеченцев, сейчас, которые, если я по существу говорю. Я все. Абу Омар, спасибо. Да, ты прав. Мы тебя пригласили, у нас анонс был, я лично тебя приглашал. Мы хотели, я не считаю, что сегодняшний наш разговор был бесполезным, он как раз-таки был полезным. Мы от тебя лично и от ислама услышали некоторые детали, которые в общем вашем призыве не были ясны. Вы также от нас услышали, может быть, детали, которые не знали, но в последующем, в той работе, за которую вы взялись, вам тоже будет полезно. Поэтому я не считаю, что разговор был бесполезным, хоть мы время затратили, тем более нас слушают люди, и людям тоже, наверное, было много чего нового, интересного услышать. А насчет того, что у нас не был шариатский подход, я с этим не согласен. Если у нас среди нас были люди, которые знают шариат, а среди нас тогда был и Сейд Ахмад Усманов, и были и другие, был Адам в недавнее время, и тоже мы когда-то что-то делали, вместе с ним обсуждали, были другие братья. Любой вопрос, который мы, прежде чем предпринять какой-то шаг, мы обязательно советовались с людьми знания. Такого уровня, который у нас есть, мы не можем других где-то, с неба нам никто не упадет. Они, если им есть недостаток знаний, они дальше спрашивали у тех, кто знает лучше их, формулировали вопросы, отправляли. То есть я не согласен с тем, что ты говоришь, что мы имели политический подход. Нет, у нас был шариатский подход. У нас вообще в начале то, что мы предлагали, там вообще не было никакой политики, там была 0 политика. Просто без каких-либо предварительных условий идете, садитесь за стол переговоров, мы вам ставим чай, обслуживаем вас и представляем вам площадку. Вот такое было первое условие. Все политические вопросы, они у нас всплыли, возникли и внедрились в этот процесс только с подачи самих вот этих политиков. И Закаева, и Идигова, и парламента, сараляповских депутатов. Да, вот они говорили, нет, мы, конечно, хотим идти на маслахат, но нам мешает это. Вот вы разберитесь в этом вопросе, и мы начинали разбираться в этих вопросах. Они даже высокомерно иногда считали, что мы не сможем их разобраться. Но мы тоже люди, у нас в нашей команде были образованные люди с высшим образованием, с нехилым политическим опытом. Просто мы были моложе их на 5, на 7, на 10 лет. И все политические вопросы, которые всплывали, они не стояли во главе вот этого разделения. Просто у них было условие, и мы тоже, следуя шариату, шариат тебя требует этого, мы старались решить вот те проблемы, которые стоят на пути. Если убрать вот это препятствие, может быть маслахат. И так это продлилось 4 года. А не то, что мы подходили туда не со стороны шариата. Такого не было. Поэтому сейчас мы говорим, что у нас есть другой путь, и мы уверены, что смешать не смешиваем. Вот будешь ты смешивать масло с водой, все равно масло всплывет, вода останется внизу.
потому что такое свойство масла и воды. Мы не можем эти вещи игнорировать, мы не можем от того, что наш собеседник не понимает, что здесь розетка, туда сунешь руку, может туда сувалить руку несколько раз, здесь бьет током, что нет, нас не будет потом бить током. Еще раз, ради того, чтобы убедить своего собеседника, по 10-й раз туда сувать руку мы не обязаны по шариату тоже. Поэтому, брат, извини, это мы разговариваем, это полезно, это нужно, ты человек новый, и поэтому мы говорим, мы предоставляем тебе возможность еще раз попробовать. И до нас были люди, которые пробовали, и они нам то же самое говорили. Но у них что не было? У них не было той истории, которая сейчас есть у нас. Они не могли ее предъявить людям. А это важно. Когда есть история какого-то события, это есть политический процесс. Таким образом, мы решали несколько задач параллельно. Мы искренне ради Аллаха через шариатские методы старались сделать примирение. И мы в процессе этого примирения растили, скажем, новых политиков. Сегодня их стало больше на политическом чеченском поле, потому что сам процесс заставлял людей думать, обсуждать, включаться в процесс. Это все было полезно. И сейчас этот процесс мы тоже стараемся дальше вести. Нам нужно растить сам политический процесс. Чтобы делать маслаат, нужно находить причины и решать источники этих проблем, а не просто так призывать к маслаату, потому что так призывает Аллах. Да, это общий призыв для общей мусульманской уммы. Но всегда все, кто решали какие-то проблемы, они решали конкретику. Не решив конкретику общими призывами, Абу Амар, я не знаю в истории мусульманской уммы такого, чтобы общий призыв, он должен быть для открытых мусульманских сердец, как тот стимул, который его призывает к этому. Но когда есть другие причины, их тоже нужно устранять. Если они устранять, то этот вопрос не решится. Поэтому я говорю о том, что говорю уверенно, Абу Амар, не сомневаюсь. Мы сказали о своей позиции, почему мы не согласны идти в таком формате на эту встречу, потому что мы подобные форматы встреч уже проводили, результаты их видели. И, как я говорил, заново в розетку сувать пальцы, это просто глупо, даже мусульману это запрещено так поступать. Вот я не согласен, Джамбат, что общие вещи. Я говорю, детали говорить надо за стол. Если у вас есть предложения и условия, причины найти, это за столом можно. А как ты собираешься это решать? Каждый сам по себе, что ли? Нет, Абу, я предложил первое, начать процесс. Я не говорю, что это будет окончательно. Давай сперва начнем процесс. Начинаем процесс. Ты говоришь, ты общие вещи говоришь. Я не говорю общие вещи, я говорю круглый стол, шариатский, чтобы сели. Вот начать процесс. Вот вы должны сказать, мы готовы своего шариатского выдвинуть за круглый стол, обсуждать процесс. Вот больше ничего надо, это уже, считай, первая искра, старт. Мы зажгли эту свечу. Хорошо, я тебя совсем соглашаться, к чему сразу приходить, это понятно, что это не один день процесс. Абумар, в общем, давай тогда спокойно. Наш ответ, это даже не мой ответ, наш ответ, мы туда не идем. Мы имеем право туда не идти, мы туда не идем. Хорошо. Вас мы не зовем, мы говорим шариатского, выдвиньте своего. Да. Ну, тогда насчет шариатского мы тоже посоветуемся, мы дадим ответ. Да, правильно будет посоветовать, потом ответ дадим, иншаллах, Джамбула. Хорошо. Сразу не будем ответ Абу давать. Халид. Концы обрывать не будем, а иншаллах, мы, братья, мусульмане, как-нибудь поймем друг друга. Но, тем не менее, не зная проблему изнутри, вот у меня есть проблема в семье, другие знают, но лучше меня эту проблему знать другой не узнает. Не решив проблему изнутри, не ознакомившись со всеми проблемами, со всеми вытекающими обстоятельствами, ты не можешь нам предложить, и сразу мы сперва это предложил, и сразу мы должны соглашаться. То есть есть какие-то шаги, которые мы должны делать. И я думаю, к чему-то мы придем. Сейчас из
ты предложил и садиться переговоры, это тоже как бы неправильно будет, я думаю. Ты должен сначала ознакомиться, разузнать всю проблему, какие проблемы у нас. Потом, иншаллах, мы надеемся на лучшее. Я передам слово Стамбулу, он хотел высказаться. Абу Халид, то, что Абу Омар говорит, мы это обсудим. В принципе, он тоже прав. Если даже не сразу переговоры, просто заранее обговорить, что и как. Это, я думаю, не помешает, но в любом случае решение будет за нашим советом. Тут мне пишут, чтобы гости тоже высказались. Люди тянут руки. Надо дать им тоже возможность. Да, давно уже пишут Стамбул. Я вижу Али Висхаджиев, я сейчас включу. Если можно, я пару слов скажу. Здесь Абу Омар, мы Да, с ним разговаривали. Да. У него завтра тоже дела, уже 4 часа почти мы здесь сидим. Если можно как-нибудь еще обозначить встречу, еще раз встретиться, еще раз поговорить, потому что уже почти 4 часа мы уже здесь сидим. И общие как бы мысли, как и сам Джамбулат Сулейманов обозначил, вы высказали, мы высказались, наша позиция более-менее ясна, ваша позиция более-менее ясна, обозначены были пункты, так сказать, не условия, а просьбы, что можно сделать, предложения с обеих сторон, со всех сторон были обозначены, то есть уже место, куда можно работать, в какую сторону. И просто чтобы сидеть, просто так разговаривать, я думаю, смысла нет. И устали уже многие. Не только я, но и многие, я думаю, устали. Что вы думаете? Я согласен. Абу Омар все-таки да, пускай он у него завтра. Я сам тоже с дороги, первую часть нашего вот этого общения был в дороге. Тоже я издалека приехал, почти 1000 километров проехал. Поэтому пускай все, кто Абу Омар, если у него дела, и ты сам ислам, вы можете покинуть собрание, может, я тоже выйду. Ну, конечно, если была бы у вас возможность, я думаю, что у наших слушателей были бы вопросы и к Абу Омару, и к тебе, возможно, ислам, и ко мне будут, скорее всего, вопросы. Но если времени нет, то, я думаю, никаких проблем, что вы можете разойтись уже. Я попросить Абу Омара остаться хотя бы на 10 минут, так как у нас много прислано вопросов. Я только всего лишь один вопрос задал. Абу Омар, если у тебя есть возможность на пару вопросов, минут 10, коротко, объемно ответить, то это было бы хорошо. Бисмилля. Я хочу, рандомно выберем вопросы из голосового чата. Я так включу микрофоны. Братья, которые хотят задать вопросы, поднимайте руки. Я буду включать по порядку. Стамбул, ты тоже можешь, вот один брат, Асу. Давай, брат, я тебя включил. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Всем доброго времени суток. Я большой поклонник слушать, как и Ислама Белокоева. Я большой поклонник слушать Абу Зайда из группы НИСО. Я уважаю их сегодня действия в сторону чеченского народа, вообще исламского народа. Как Абу Умар, как бы его вроде бы правильно имя называют. Я его мнение полностью поддерживаю. Я сегодня просто одно слово, вопрос хочу задать Джамбулату. Вот сколько я слышу от всех мусульман. Все мусульмане во всех своих каналах требуют убрать национализм, объединение. И сегодня каждый требует от Абу Зайда, от ислама, от других блогеров объединиться под маджлис Шура. И пришел сегодня нам и Умар. Да будет всеми вами доволен Аллах. Но я не могу понять Джамбулата. Джамбулат, ведь ты же ради Аллаха воевал на святом джихаде. Ты же сегодня ради народа старался, когда тебе все мусульмане говорят, убери свои амбиции, и мы посадим и Закаева, и вас,
и разногласия уйдут между мусульманами, разве ради Аллаха свои амбиции убрать сложно? Вот на этот один единственный вопрос. Мы народ, если вы для нас стараетесь, то вы должны, обязаны ради Аллаха убрать свои амбиции и обиды. И сегодня вот эти мусульмане, которые вас хотят объединить в одно... Ахи, мы поняли твой вопрос, но время уделялось Абу Умару, и вопросы задавались Абу Умару. Но ты вопрос задал Джамбулату. Джамбулат, я тебя попрошу ответить на этот вопрос после того, как будут отвечены на вопросы Абу Умара. Мекшлей, Джамбулат? Без проблем, конечно. Да, продолжу. Вопрос второй. Есть ли у Умара полномочия отмены предыдущего смертного приговора к лицу, который призывает вступить Умара в шариатское разбирательство? Вот такой вопрос. А если не понял вопрос, могу повторить. Повтори, я не понял вопрос. Есть ли у Умара полномочия отмены предыдущего смертного приговора к лицу, который призывает вступить Умара в шариатское разбирательство? Абу Умар, вопросы, конечно, острые, где-то кому-то может показаться провокационным, но тем не менее я решил их задать, посчитал логичным, и я думаю, с пониманием отнесешься и ответишь, как ты решишь, ну, бисмилlah. Во-первых, шариатское решение, если оно было там было внутри нарушения шариатского постановления, то есть неправильно сделано или с нарушением, ее можно перерассмотреть, вообще никаких проблем нет. Потому как минимум мы знаем на шариатском суде, и когда мы судим кого-то, мы должны две стороны выслушать. Там второй стороны не было. Это был просто приговор. Она может быть законная с точки зрения шариата, может быть незаконная. И поднять вопрос более знающим, компетентным людям, например, арабским шейхам, специалистам, и перерассмотреть, в чем проблема. Тем более, это вопрос и приговор был, она имеет военно-политический характер. Между двумя военно-политическими движениями, которые есть разногласия, они друг друга переговаривали и убивали без переговоров тоже. И конфликт это был. На этом фоне она могла быть необъективной. Ее можно перерассмотреть, если все правильно сделано, оставить, если неправильно сделано, убрать. В чем проблема? Абсолютно не вижу в этом проблем. Абу Умар, если можно, про свои полномочия, чтобы люди были понятны. Если кто не знает, Абу Умар учился на шариатском судью, если не ошибаюсь. Ты можешь подтвердить либо опровергнуть? Да, я закончил Азгар на шариа и закончил аспирантуру на шариатскую судью и кандидатскую писал на эту тему. И я сейчас тоже являюсь шариатской судьей среди мухаджиров, кавказцев и здесь, которые у нас есть в Шуре. И любой суд, который принят с нарушением, сделано, его можно перерассмотреть. Или человек думает, что там есть нарушение и несправедливо, если есть обоснование, можно перерассмотреть, нет проблем. Это же не суд, который сделал Аллах его посланник, или при халифате, который был кады. Это было во время войны, во время конфликта, и там могли быть допущены ошибки, никаких проблем в этом нет. Баракаллах фик. И очередной вопрос, последний из присланных, а потом мы из голосового чата зададим вопрос один. Сейчас. Абу Умар, где себя чувствуют более защищенным мусульманские беженцы? Что их не выдадут в России, в европейских странах или больше в ваших краях, Турции и арабские страны? Вот такой вопрос. Начало не понял. Повтори, брат, начало не понял вопроса. Меня слышно? Да, слышно. Сейчас повтори вопрос, если можешь.
где себя чувствуют более защищенные мусульманские беженцы, что их не выдадут в России, в европейских странах или больше в ваших краях, Турция или арабские страны. Как слышно было? Все, понял. Не знаю, в европейских странах я не был. Турции я знаю, что не выдают, альхамдулилля. Они арестовывают, иногда сажают, но не отдают, альхамдулилля. То есть пока очень до 10 лет один, может, случай был. Иногда в турецкой системе тоже бывают люди, которые не любят мусульман и так далее. Там алавит может попасться. Там. Ну, редкие случаи, за 10 лет один, может быть, случай был. А так, в общем, не отдают. И там есть у них даже соглашение внутри государств, кроме тех, кто за национальных меньшинств, которые притесняют, или за религиозные притесняют, их они в скобках исключают, чтобы обмен арестованными. Поэтому не отдают. Я сам 2 раза сидел в Турции и не отдали, я вышел. Поэтому в Турции есть более-менее нормальная безопасность. Но Европу, я не знаю, в Европе те, кто братья живут, они могут сказать. С Европы тоже отдают, но редко, наверное. Тоже редко. И там есть Вайфонд и другие правозащитные организации помогают, если такие моменты, случаи есть, которые хотят отдать. Они поднимают юристов, поднимают правозащитников и останавливают такие процессы тоже. Баракаллах. Брата, который я включил, ты можешь задать свой вопрос из голосового чата. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Слышно меня? Да. Слышно? Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Абу Умара за эту инициативу, на самом деле, которая очень важна и перспективна для нас. Вот. Также хотел по поводу единства сказать, что если будет этот съезд, то в любом случае все эти лидеры мнений, политически активные люди, они должны присутствовать не как представители каких-то организаций, а как самостоятельные люди. И я бы основной момент хотел бы вот всем здесь сказать, что вы имеете право сегодня, возможность выступать, показывать свои лица, говорить от лица чеченского народа, но не нужно забывать, что этот чеченский народ, он существует, он на вас смотрит, он ждет, и ему, в принципе, вот эти вот все разбирательства, да, понятное дело, кому-то смертная казнь, кто-то там стукачит, кто-то еще делает. Ну, страдающему народу не до этого, не до этих амбиций. Страдающий народ, ему лучше, чтобы эти люди, которые выясняют отношения, они где-то эти отношения выяснили и больше оттуда не вернулись. Ну, чтобы их стремление вот это к независимости, вот этот зульм, который происходит, вот это насилие над, в частности, чеченским народом, если оно будет продолжаться там в течение 5-10 лет, ну, мы вообще потеряем все. Если чеченцы отпустят, Кавказ и так уже мы видим, в каком плачевном состоянии. Просто по милости Аллаха через чеченцев это все держится. И поэтому нам нужно донести это до конца. Что касается Закаева, он 100% сейчас слушает нас. Тумсо слушает нас. Но если эти люди не хотят объединяться, то есть они не должны вообще присутствовать и не должны от лица чеченского народа что-то говорить. Я больше чем уверен, что непосредственно Джамбулат, хоть и некоторым тут кажется, что он против там единства, еще что-то, он на самом деле свою деятельность и начинал вот последние, я имею в виду деятельность последних лет, с того, что хотел объединить людей, там, Идигова, Закаева, Третьего, Десятых. И все про это единство говорят. Ну, стоит послушать этого же Закаева, этого Идигова, там, этого же Сараляпа. Понятное дело, что эти люди никогда не хотели объединиться и не объединяться. Поэтому очень правильная идея именно всем собраться, как простые чеченцы. А Закаеву со своей преемственностью власти, ну, преемственность власти принадлежит не Закаеву, если на то пошло, это принадлежит всему народу. Будет Закаев, не будет Закаева, все равно эта преемственность останется, и государство будет, и независимость будет, и Кавказ будет свободным.
Поэтому еще вот что хотел добавить. Это, конечно, не очень... Ну вот, допустим, Абу Умар говорил про то, что там прекратить взаимные обвинения. Там, то есть, я помню лично, Джамбулат вводил этот мораторий и своим людям говорил остановиться. Остановиться не потому, что они начали. Начали как раз-таки это и закаевцы, и другие, и козни строить. Конечно, сейчас они будут, они придут, они захотят, потому что они понимают, что их путь бесперспективен. Поэтому вот за эту возможность нужно зацепиться. И нужно проводить еще чаты. Еще самое главное, давайте слово народу. Вы же как бы, вы же ради Аллаха стараетесь, чтобы народ чеченский, кавказский пришел к свободе, к независимости, к справедливости. Поэтому не забывайте про этот народ. И нужно уметь жертвовать многим, если нужно, и жизнью, как жертвовали все наши предшественники, ради народа и ради установления слова Аллаха. И это наша основная платформа. Поэтому эти чаты нужно продолжать, к этому стезу, мое мнение, нужно стремиться. И, иншаллах, из этого получится то, что должно получиться. Баракаллах. Брат, баракаллах фик за наставление. Так, Джамбулат, я передаю тебе слово и время, я думаю, Абу Умар должен уже выйти. И поблагодарим его за сегодняшний эфир, иншаллах. Джамбулат, выстрел. Я просто хотел побольше времени оставить людям, чтобы они задали вопросы нашему гостю, потому что не всегда такая возможность достается. Я-то тут в любое время, как вы позовете, здесь наличие Абу Умар. Если еще есть вопросы, пускай зададут, потому что Абу Умар должен тоже отдыхать. Если нет, тогда я, конечно, возьму слово. Абу Умар, пару вопросов еще, бисмилlah, с чата. Я слушаю, нет проблем. Давай. Я вижу, что больше людей хотят свое мнение высказать, не столько вопрос задать, или поддержку, или мнение сказать. Ну, все равно, если у кого-то есть вопросы, то зададут, нет проблем. Слова поддержки, благодарность. Мы потом оставим. Время у нас поджимает. Давайте задаем коротко. Справедливость. Выключи микрофон. Справедливость. Ассаламу алейкум ва Это справедливость. Я по ошибке, по-моему, заблокировал админа. Разблокировать его, бисмилlah. С чата, бисмилlah, братья, задавайте вопрос. По микрофону включены вопросы, задавайте. Ассаламу алейкум рахматуллах. Слышно меня, братья? Алейкум салам. Слышно, говори, брат. У меня вопрос к Джамбулату. Джамбулат, брат, смотри, вот не подумайте, что это что-то лицемерное или же где-то я хитрю. Если нету компромисса, ты можешь воспользоваться этим человеком. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слышите меня? Подожди, брат, сейчас Алейкум говорит. Немного подожди, брат. Сейчас один брат задал. Я детализирую немного. Есть площадка, есть проделанная работа, есть платформа. Абу Билал и другой брат, вы, наверное, не расслышали, как я сказал, что вопросы будут... Понял, выключаю. Вопросы сперва будут задаваться Абу Умару, а потом мы предоставим и вам слово, будете задавать и Джамбулату. Абу Умар вышел, по-моему, братья. Я не думаю, что он вышел. Нет, я слушаю. Он здесь должен быть. Все, если... Бисмилlah, братья. Один вопрос сейчас зададим с чата. Если у вас есть вопрос к Абу Умара, давайте, бисмилlah. Слышите меня? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламу алейкум. Да, слышно, брат. Я просто вот слушаю, да, вот все это время все разговоры слушаю. До этого, который ислам с Абу Умаром там говорили
по поводу начатия вот этого разговора, чтобы соединиться, поговорить. Что мешает? Что мешает, братья мои? Джамбулату и Закаеву и всем прочим. Что мешает? Вы понимаете, что каждый день умирают люди умирают из-за того, что вы пока что-то решаете, там думаете. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Ихва, а вы меня или вы плохо слышите, или вы... Не знаю, я понятно сказал, давайте без всяких этих предварительных вопросов задавайте прямо. Можно тогда я еще раз повторюсь своим вопросом? Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Субханаллах. Справедливость. Вопрос задай, вопрос. Бисмилlah. Да у меня вопрос такой. Почему вы до сих пор вот спорите, когда вот каждый день умирают люди? Люди... Извини, Ахи, я тебе Абу Халид, перебью. можно мне за вопрос задать? Да, Абу Умару вопрос задавайте. Абу Умар, брат, у меня к тебе вопрос. Вот после 4 часов, которые здесь шло обсуждение, вот дальнейшие твои действия, ты будешь дальше продолжать и стремиться вот это объединение сделать, вот это для начала хотя бы шариатских собрать. Эту инициативу же ты не оставляешь, будешь ее продолжать, Абу Умар. Джазакумуллах хайр. Да, мы говорили на равных всех призвать. Тот, кто пришел, он будет. Тот, кто не пришел, они сами дальше двигаются, как видят. Те, кто пришли, они двигаются, как между собой договорятся, как видят. Я вообще не вижу другого. Во-первых, как этот гость говорил, клянусь Аллахом, сейчас, если мы дадим слово простым чеченцам, братьям, и те, кто и воевали, и те, кто болеют за общее дело, они 99% скажут, что вот убрать людей, которые конкурентно в джамаате внутри находятся, а вот нейтральных людей, они все будут призывать к тому, чтобы мы объединились. Чеченцы объединились, и кавказцы объединились. И они устали от всего этого. Устали от вашей грязни между собой. Вы не понимаете абсолютно, что то, что вы друг друга поносите, у нас испанский стыд. У нас со стороны нам стыдно. И вот это надо... В Аллахе большинство чеченцев тоже не хотят этого ваших конфликтов. Надоело все это слушать, что Закаев плохой, он токсичный, Джамбулат, у него нету программы, или он неправильный. Нам вообще это не интересно. Интересно, чтобы мы предложили хоть какую-то платформу, на чем можно реально объединиться. Просто в каждом есть у вас шариатский, который не имеет свой вес, не имеет свое слово. А зачем они вообще нужны? Когда у Кадырова тоже есть муфти. Он говорит то, что Кадырову нужно говорить. Вам такие шариатские нужны? Или нужны шариатские независимые, которые будут говорить, как есть в шариате, и призывать к единству, потому что Аллах призывает. Когда я говорю, Аллах приказывает объединиться, мне Джамбула, ты говоришь, я общие вещи говорю. А детали говорят, я говорю, садитесь за стол. Если всем садиться сложно, хотя бы по одному шариатскому пошлите или по 2 человека пошлите. Это первый кирпич на основании общего дома, общего объединения. Но даже этот кирпич делать или какой-то раствор между этими кирпичами поставить, вы за 4 часа ни одно слово не сказали. А смысл вообще дальше разговор продолжать? Просто разговор ради разговора, что ли? Разговаривать мне с женой, которая 4-я жена, я пришел, она меня ждала, с Магриба я с вами разговариваю, я с ней чай попил бы, очень приятный разговор у нас тоже получился. Ну, я пришел к вас призывать благоразумию, единению и тому, что Аллах призывает, а детали обсудим за столом, и вы можете иметь полное право, равные права, и можете обосновать свою точку зрения и свое видение предложить, а может быть она прекрасная, хорошая, и мы все ее примем, и она будет успешной и станет историческим событием. А почему нет? Ну вы же понимаете, что одна часть людей не может за весь чеченский народ говорить. Ни Закаев не имеет права это говорить, ни вы не имеете права, ни Тумсо не имеет права. Но
Если Закаев свой опыт, свои связи, свою команду включит, и Джамбулат свои связи, свой опыт, команду включит, и Тумсо будет информационное поле для общего чеченского шури газовать, и другие ислам будут там помогать информационно, это станет 10 раз и 100 раз мощнее машинная система, которая реально есть успех, шансы на успех. Даже те западные ваши союзники, и те, с кем вы разговариваете, украинцы, им не нужно с Джамбулатом говорить, или им нужен представитель, который чеченскую оппозицию представляет. Ни вы, ни они не представляют это. Хотя они с вами, вас принимают, и их принимают, но в конце за кулисами они говорят, им нужен единый какой-то орган, единый старший, или какой-то орган, с кем мы должны контактировать, который будет решать. В данный момент у вас ни тех, ни других нет этой легитимности, нет права за чеченский народ в общем говорить. Кроме как говорить за свою организацию. Да, у вас организация, она может прекрасная и успешная. Идеи, может быть, тоже у вас хорошие. Но она не решает ту проблему, которая стоит на повестке. Вот в чем проблема. И за все время, за 4 часа можно было сказать хотя бы, хорошо, мы выдвинем нашего шариатского. Это Абдул-Малик учился в Рияде. Я уверен, что это хороший человек, я с ним разговаривал тоже, богобоязненный человек, он хочет блага для всех. Пусть он вашу позицию на стол кинет и будет отстаивать его. В чем проблема? Если вы уверены в своей позиции, и вы видите, что она аргументирована, тогда вам не надо бояться его, общего маджлиса или обсуждения. Его надо на стол кинуть и обсуждать. И у него будет такое же право, как у других. Если нет, то просто демагогия превращается, это просто разговор, и да, надо, мир, труд, май, лозунги. Также другие тоже говорят лозунги, там сидя в интернетах, не делая ничего. Это приводит ни к чему, абсолютно ни к чему. У нас, как этот брат говорит, нас убивает, у нас там такие проблемы, а мы обсуждаем, я не знаю, у нас детали, Абу Умар, ты не понимаешь. Если Абу Умар не понимает, как надо, зачем Абу Умара приглашать сюда вообще в эфир? Вы можете сами между собой это обсудить и прийти к тому, что Джамбулат красавчик, и все, что он делает, тоже красавчик, а в группе Закаева обсудить все и сказать, Закаев, ты вообще просто супер красавчик, и счастья вам, мира, и так разойтись обратно домой. Это же, это не диалог взрослых людей, это, я не знаю, мы просто как обиженные дети, которые не хотим с ним мириться, ни с кем здороваться, мы всех знаем, попытаться сесть на стол и найти общий язык, это не самоубийство. От этого тебе Аллах не унизит, Аллах тебя возвысит. Тот, кто прощает, тот, кто идет навстречу, Аллах его возвышает. Даже при убийстве, когда Аллах описал в Коране кисас, Аллах сказал. То есть Аллах сказал вам в кисасе, отомщении, убийства, есть для вас жизнь, то есть это останавливает убийц, чтобы дальше не убивали. А в конце сказал, вам прощение лучше. У вас между вами убийства не было. Ничего такого сверхъестественного не было. И даже при убийстве Аллах говорит, прощение лучше. Хотя бы первый маленький шаг сделайте какой-то, чтобы этот процесс запустить. Если видите, несправедливо, они дальше что-то обвиняют. Какие-то вещи есть, вы можете сказать, ребята, видите, вы все равно там несправедливо и так далее. Вы даже этот шаг сделать не даете возможность. Тогда зачем вообще мне было приглашать? Зачем тогда мне с вашим представителем нужно встречаться? О чем вообще говорить? Сказать, вы свою версию мне скажете, я скажу, вы красавчики, это что поменяет? Ничего не поменяет. Абу Умар все равно, я сказал, я человек со стороны. И мое мнение здесь может быть объективное, может быть субъективное. Я просто говорю, я хочу блага. Я люблю братьев моих чеченцев. У меня в команде большинство чеченцы. Они прекрасные люди. И они огромные помощники. Это все дела, которые мы делаем, это вот в этой команде есть чеченцы, ингуши, хорошие, прекрасные братья. И даже русский брат мусульманин есть. Мы вместе это делаем. Это не один Абу Умар делает. Альхамдулилля, уже 15 тысяч колоссов построено, 300 мечетей построено, 100 медресе построено. Уже второй канал мы запускаем, это башни, новости, аналитика. Мы хотим вас всех туда приглашать, мы хотим вашу тему вперед толкать. Всегда обратно, ты с ними, значит против нас, с нами, значит против тех. Мы не хотим этого. Мы хотим общую чеченскую тему продвигать. Мы не хотим одну группу толкать вперед. Чтобы общее было, хотя бы шариатское, садитесь за один стол. Неужели это такая тяжелая вещь, которую невозможно сделать? Абу Умар, да, я прерву тебя. Твои претензии, в принципе, обоснованы, но есть одно но. Ни Жамбулат, ни я
да, как Абдул-Малик, не как Джамбулат, единогласно, единично мы сейчас не можем тебе сказать, да или нет. Мы тебе сказали и всем нашим слушателям, что мы этот вопрос поднимем на совете. И если, как ты говоришь, там все придут на равных, там уже все это меняет. Просто мы знаем, как это было до сих пор. А то, что ты 4 часа потерял, и все, никто не потерял, иншалла, это нам хайр будет. Ты тоже чуть-чуть сабра наберись. Я знаю, 4-й джедай, машаллах, баракаллаху фик. Баракаллаху алейкум, джамаа байнакум фи хайрин. Сейчас я Товарищ, говорю именно совет решит. Совет Совет решит, и мы дадим я ответ. задал первый вопрос, и на мой вопрос не было ответа от Абу Умара. Например, я интересуюсь, Абу Умар получал паспорт и гражданство от Закаева или нет? Мне скажите. Вопрос, получал ли я паспорт от Закаева? От Закаева не получал я. Еще 3 года назад я сделал паспорт себе. Где 2 или 3 года назад, до ваших разногласий, до того, как я их узнал вообще, кто они такие. От наших чеченцев друзей. Паспорт какой? От Закаева или еще при Зельмихане Ендерби, при Масхадове, который был, вы получили? Я даже не знаю, Аллахе, что они даже разные бывают. Мне просто Вот чеченцы, видите друзья как. сделали. Вот чеченцы друзья сделали, не знаете как и откуда. И тут вопрос возникает о непредвзятости. Как может человек, который хочет посадить за стол, примирить? Брат, если ты мне это хочешь предъявить, сейчас я тебе эти видеозвонок сделаю, при тебе могу его порвать. Мне она ничего не значит. Да. Я желаю, Это паспорт непризнанной самозванец. страны. Я говорю о том, чтобы эта страна была признана. Я хочу, чтобы у нас была страна, у нас был свой закон, чтобы мы жили гордо, поднятыми головами, свободно на своей земле. Это бумажка, ее можно печатать, перепечатать, поддельные. Там. У меня уже 3 разных паспорта было, это 4-й. Спасибо. Можно я скажу? Я могу африканский себе сделать, я же от этого африканцем не стану. Нет, дело не в этом. Я что говорю? Я тогда, когда этот паспорт получал, я даже не знал, это кто дает, Закаева не знал, никогда понятия об этом не имел. Вот проблема в этом. Джамбулат, слышишь меня? Джамбулат, ты же меня слышишь? Да, слышу. Пожалуйста, вступись сейчас за оба Умара и скажи, что у тебя тоже был такой же паспорт, полученный вот от тех же людей, которые у тебя забрали, если я не ошибаюсь. Да, у меня был паспорт, его забрали немцы. Но этот Эти паспорт... же люди его сделали тебе. Да, те же люди сделали. Да, ну вот тогда закройте эту тему просто. Так, давай. Если обратиться к Абу Умару, можно? Шариата. Джамбулат же не как знаток шариата выступает, а как политик, как вы говорите. Мамуд, можно обратиться? Мамуд, мне напиши, я тебе 4 сделаю таких паспорта от разных организаций. Я инглиш по национальности. Я до сих пор еще орден. Не перебивайте. Я тут... Закрой микрофон, и давай я сейчас отвечу Абу Умару, он мне конкретно отчитал меня, да давай я так все-таки Абу Умар гость, я аккуратно отвечу, никого, иншалла, обижать не будем, гостей тем более. Ну, Абу Умар, ты слышишь меня, да? Абу Умар, слышно меня? Да, слышу. Да. Абу Умар, смотри, ты обвиняешь, что мы позвали, 4 часа потеряли. Смотри, ты же сам взялся за это дело, как по мусульманской совести. Мы же тебя не призывали нас объединить или там решить между нами вопрос, правильно? И ты допускаешь ошибки. Вот, извини, я тебе прямо скажу, как говоришь. Я, конечно, как гостю не хотел тебе говорить, но раз ты говоришь, вот, надо прямо сказать, мы мусульмане. 2 ошибки ты допустил, как вот, если до Масата ты сам вышел, ты вызволился для этого. Мы с тобой говорили, переговаривали и пригласили тебя именно потому, что ты вызволился это делать маслахат. Но если ты вызволился, ты не должен говорить, что вот вы мне 4 часа потеряли. У нас тут и второе, это жены
У чеченцев вообще жена это такая тема. У всех у нас есть жены, и нам тоже всем приятно с женами время проводить. Но мы же, если что-то решаем, ты не должен эти вещи говорить, брат. Извини, что так говорю. И мы тут не как дети ведем, мы ведем как люди, которые собаку на этой теме съели. Понимаешь? И если ты решился решать этот вопрос, то тебе придется эти все моменты выслушивать. А если ты не будешь выслушивать, ты просто не решишь эту проблему. Поэтому извини, что потеряли у тебя 4 часа. И что ты хотел, чтобы мы тебя, ура, спасибо, Абу Омар, что ты пришел, что ты вдруг решил нас тут помирить, а то мы никак не могли помириться. Мы же тебе сказали, как положено по исламу, что с твоих шариатских представителей мы вышлем, посоветуемся, вышлем. Но соглашаться со всем, что ты выдвинул, ты сразу на это надеялся. Тогда не надейся на это, Абу Омар, такого легкого пути тебе здесь не будет. Это, знаешь, почему не будет? Потому что сейчас вы тут говорите, а то там погибших людей, тех, которые погибают, это же нас коснулось. У меня через мою семью сколько, через всех семей это прошло. Это же нас до сих пор касается. Ты, как сам говоришь, в Чечне больше всего беспредела. Мы сегодня это претерпеваем, но мы вот когда спорим здесь, Абу Омар, мы решаем вопрос, чтобы это прекратить. Не просто мы тут как дети грыземся, как ты говоришь. Это путь пройденный, вот на нас наложил этот отпечаток. Вы пройдете этот путь, но у вас тоже этот отпечаток будет. Мы все одинаковые люди. Те же проблемы вы столкнетесь. Вот. Но если ты вышел на маслахат, будь немножко терпеливее, брат. Мой совет тебе просто. А можно обратиться к Абу Умару? Можно, чуть-чуть даже я просто отвечу, Джамбулат. Я не сказал бы ни про семью, ни про что, если бы конец этого 4-часового разговора, ты сказал бы, да, мы шариатского видения. Самое хорошее, более-менее такое приближенное. Я же сказал, что мы посоветуемся. Я не услышал, что вы отправите. Вы сказали, посоветуйтесь. Вы сказали, посоветуйтесь, но не сказали, отправите. Плохо слышно. Тебя плохо слышно, Абу Омар. Нет, тебя... Посоветуйтесь, мы отправили, я не слышал. Да, ты прав, Абу Омар. Абу Халид, его слышно хорошо, скорее всего, у тебя проблема с связью. Абу Омар, ты прав, да, мы сказали, посоветуемся вышним, потому что у нас совещательный орган. Я же тут не император, чтобы сам я решал. Вот, я хочу тебе сказать, это не мой личный представитель, он представитель движения. В движении есть несколько партий. Конечно, я так должен тебе ответить. Как я еще тебе отвечу? Можно мне сказать, обратиться к Абу Умару? Абу Омар, Абу Омар, слышно меня? Абу Омар,